летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачи, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, от того я теперь и плачу. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни. Привет всем. И снова всем привет. Так сказать, в новом дне. Блин, я просто вчера налетал. Ё-моё, мне аж стыдно было за полеты мои. Ну, я не планировал вчера летать в ДКС вообще. У меня вчера настроение было такое, вообще под Escape from Tarkov. Там ничего серьезного. Ну, пришлось полеты устроить. Так, ну, сегодня я настроен как бы более лучше, чем вчера на полеты. Я даже сегодня пораньше начал. Тема у нас сегодня та же самая: поддержка армии. Сценарий чеченской кампании. Чеченская война 99-2000 года. Вот. Да, миссия сложная, ПЗРК там везде, блин. Кстати, я вот даже вот сейчас, я бы мог воспользоваться моментом, зайти на карту и посмотреть, где этот гад сидит. Нет, я этого не сделал. Не знаю, это наоборот даже хорошо, что я забыл все. Мне сейчас даже проще будет, ну, в плане, где там что расположено. В общем, отлетаем, сейчас вот эти миссии выполним, и вместе будем с вами создавать новую миссию какую-нибудь, подумаем. Ну, тоже на тему, допустим, где бы мог этот самолет участвовать, Су-25Т. То есть это не наше время будет, это будет время вот именно там, ну, Афганистана у меня карты нету. Ну, что-нибудь такое, типа Чечни, да, может, Грузии, что-нибудь такое. Вымышленное, понятное дело. Да, я вчера как-то совмещал приятное с приятным. Как бы я даже в эфире сказал, что я говорю, я взял пиво, думал с пацанами поиграю в Reforge сначала, в арму Reforge. Reforge обломался, там, короче, проблемы тоже с мастерской, я так понял, в Стиме. Чтобы поиграть модифицированную игру, надо загрузить моды. Моды не грузятся, не знаю, какой-то страйк стоит сейчас. Хорошо, ладно, я время не стал терять, думаю, пойдем поиграем в Тарков. Тут, точнее, было все наоборот. Сначала Тарков, потом Reforge. Вот, в Таркове обнова была, патч какой-то вышел. Ну, многое не потеряли. Я посмотрел комментарии. Ошибка 1000, ошибка там еще какая-то. Короче, что там наобновляли, пацаны там опять недовольные. Блин, ну, в общем, скоро релиз, все нормально. Поэтому, блин, вот хорошо, что мы играли в ДКС, и сегодня мы тоже будем в него вот сейчас поиграем. Не знаю, может позже, вечером запущу Escape from Tarkov. Так, теперь тебя надо запустить. Программу, главное, не запустил, тыркаю, блин. Программу же надо запустить саму. Так, есть контакт. А, ну я сейчас его не проверю, мне надо в самолете быть. Угу. Ну, как же без этого вот. Как же мой модный джойстик-то не видеть?
Ну, как видите, у меня тут светло все, поэтому у меня лицо будет светлое, да и пофиг. Главное, чтобы самолет был целый, а лицо пофиг. Так. Редактор. Мгм. Ну, начнем с разминки. Давайте не будем эту колонну, наверное, трогать, да? Начнем с миссии, где там 2 Абрамса надо бахнуть. Потом просто посадку сделаю. И все. То сейчас опять там... Ну, может быть, если у меня опять не пойдет. Но я все-таки надеюсь, пойдет уже чеченский этот сценарий. Если не пойдет, то сыграем в колонну. Как бы эти миссии отвлекают. Что-то я тут еще как-то... А, из компании я 3 миссии выдернул. Не помню, как так получилось. Ладно. Как-то. Конечно, интереса я всегда говорил, то есть я любитель тоже реализма в играх. Ну, вот. Но при этом, если будешь постоянно весь в реализме, у тебя, блин, катушка съедет. Надо иногда и фантастику тоже отвлекаться от этих реальностей. Потому что в реализме ты особо не поржешь. А в этих играх, где вот реализма нет, там хоть поржать можно. А человеку иногда полезно поржать. Так сказать, разгрузиться. Поэтому у нас разнообразные, ну, как бы темы игр. Мы где-то бегаем с автоматом. Блин, я хотел гонки еще поставить. Ну, видите, у меня на работе хватает этого руля. И гонки от третьего лица. Вот за руль не хочу вот садиться вот вообще. Максимум на мотоцикл от первого лица бы поездил. На машину не хочу от первого лица. Мне вот на работе ее хватает. Честно, вот когда работаешь за рулем, за себя вот говорю, мне неинтересно играть в симуляторы вот эти дальнобойщиков и все такое, потому что на работе хватает этого всего. Чисто психологически оно уже тебе как-то, не знаю, надоедает. Это тот же самый эффект, допустим, если ты вот работаешь водителем, и у тебя есть личная машина, еще после работы садишься еще на личную машину, тебе не хочется на ней ездить. Вот лично мне. Потому что мне на работе хватает работы. Так, миссия простая. Мы вчера в нее играли. Сочская... Подожди, Сочадлер, по-моему. Аэродром. Надо будет взлететь и со стороны моря уничтожить 2 цели. Все рядом, все быстро. Так, планировщик. Угу. Цели Абрамсы. Ракеты Х-29. Нет. Ракеты будут у меня. Какие ракеты? Не, давай вихрь. Я сегодня буду лоб в лоб драться с врагом. Кто вчера высоту там набирал. Пошел нафиг. Я сегодня буду на низких высотах отрабатывать вихрем. Прятаться за деревья. Ну, а там больше не за что прятаться. За дома не получится сильно низко прям. Ой, так. Значит, сыграем так. Где они? Понял. Вихрь. Вихрь голову кружат. Стихотворение это было раньше. А чё он здесь не крепится? Подожди, я что-то не врубаюсь. Вот сюда, наверное. Да. Вихрь, вихрь, вихрь. Я тоже раньше не понимал, что такое вихрь, блин. И только вот в этой игре, в ДКС, я понял, что такое вихрь. Вихрь это... Вот так, ракета, она вот так летит. Крутится, блин. Как пропеллер. Поэтому и вихрь. Так, заряжусь нарами. Отработаем еще по условной цели. Нарами тоже сейчас будем иногда, так сказать, это
тренироваться, потому что ими тоже надо уметь попадать. Это не так просто, как кажется. У них все зависит тоже от расстояния, а вот от этих всяких там надо на опережение брать. Короче, там свои особенности. Ну, то есть ими надо тоже еще уметь попасть. Ну все, самолет готов. А вот я не знаю, готов ли нет. Ну, как бы вроде настроение такое боевое. Ну, раннее утреннее спросонье. А, да, я самое главное это забыл сказать. Вот этот трекер, который у меня голову мою ловит, я же поворачиваю движение. Я вчера что-то походу перестарался с ним, у меня что-то где-то в позвонке клинануло, сука. Я сегодня просыпаюсь полукривой. Поэтому надо аккуратно с ним быть. Раз. Нам надо как-то его настроить так, чтобы тебе не вот так вот и сидеть, блин, а то ты можешь и вот так сидеть, зато самолет ровно будет взгляд. Дело не шуточное. Тут надо как-то ровно садиться уже. Короче, блядь, как-то я вчера в шквале неудачно нацелился и где-то что-то ощемил себе, наверное, не знаю. Ну так-то 35 годков уже, не маленький. Шея уже подустала, наверное, не знаю. Тем более еще за рулем сидишь постоянно вот так вот. Вот. Робот. Ладно, вперед. Все нормально, все сегодня работает. Вверх, вниз, блин, подожди, вверх, вниз, вверх, вниз, влево, вправо. Зарядку-то не сделал, самолет сел, надо же зарядку сделать. Так, теперь наклоны. Вправо, влево. Все равно прыгает камера, конечно, не идеально. Ну, крутить я точно голову не буду, а то, мне кажется, она у него отвалится вместе с фарой. Мне нравится тут эта тема, вообще обожаю ее. Так вот делать. Давай. Блин. Во, вот так вот, прям к прицелу. Классно, когда нос самолета виден наш. Ладно, размялись. Все, вперед. Зажимаем сцепление, врубаем скорость, отпускаем сцепление. В этот раз птичка не попадет никуда мне. В последнее время что-то они любят мне попадать в двигатель.
Наблюдаю побережье. Нет, подожди. Так, баланс самолета. Нет, не то наблюдаю. Здесь вот раз выпуклость, два выпуклость, вторая выпуклость. То есть вот то получается. Там у нас враг. Да, тут в этой игре надо ловить ориентиры постоянно. Там два дерева, там одно. Там высокое здание, там низкое. Там над городом облако, там нету облака над ним. Ну, значит, ага, вот это мне, вот как раз под ним облако, это мой город, который надо атаковать. Так, а вот этот город, блин, слушай, там облака нет, значит, это не мой. Короче, как-то так. Смех смехом, но тут реально надо все запоминать. Игра это развивает память. Помимо как хитрости какие-либо, если использовать еще. Ладно. Атака вихрем, значит. Так, земля-воздух. Воздух-земля. Готовлю наведение. Выхожу на исходную. Бля, что они меня... Ну ладно, я и так уже понял, где они. Сейчас у меня он баланс поймает. Тихо, 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 тихо. Че он заплясал-то? Вижу первую цель. Захват выполнен. Блин, маленько не так. Надо было слева. Я правую цель взял. Пуск. Скорость большая, поэтому две взять не получится. Придется уходить. Сейчас попробую с земли по Абрамсу отработать. Честно, вообще не люблю с воды работать, потому что сильно открытое место такое. А если погодные условия плохие, то вообще можно нырнуть. Было, помню, поначалу такое, когда кампанию проходил, там постоянно с воды надо залетать на цели. И если туман вот этот появляется там или облачность, сильно теряешься в этом. Так, Абрамс сгорел. Один. Можно нарами отработать, попробовать. Правда, они не для Абрамса, эти нары, они для пехоты больше подходят. Перелет. Попасть попал, но ему пофиг, потому что это нары против пехоты или легкой техники. Абрамса они не возьмут. БМП вот могли бы взять, допустим, шилку какую-нибудь, да? Хорошо, идем тогда на круг. Будем вихрем бить. Интересно, а пушка его возьмет? Сейчас посмотрим. Я думаю, тоже нет.
Ну, моя задача как бы поработать с нескольких видов оружия, орудий, чтобы я мог и пушка, если что, бить. Вот он, шквал. Можно цель зафиксировать. Есть захват. Переведи в набор. Переведи в набор. Переведи в набор. У-ху! Переведи в набор. Классно, блядь. Увлекся. Не, ну 3% зато повредил. Ошибка. Это... Сэкономил расстояние. Надо было дальше заходить. Слушай, я хоть что-нибудь тебе повредил вообще? Где эти 3%? Я даже ему корпус не поцарапал. Ну, вот первый провал уже. Так, брифинг. Старт. Минус самолет. Не справился с управлением. Что там из вооружения? Попытка 2. Работа с пушкой. Надо отработать. Пушку по шквалу хочу использовать. Именно вот можно по шквалу. Все вооружение можно использовать по шквалу. Но я говорю, надо контролировать скорость. Я сильно разогнался. Это моя ошибка была, конечно. Не, ну я и раньше разгонялся, но я... как-то справлялся с управлением. А тут все дерево поцеловал, блядь. Не, было бы здорово, если бы я бы смог вывернуть. Классно было бы. Сука. Там вообще метры прям можно было в это выйти. Нет, все-таки в дерево вошел. Вот они, риски низкой высоты. Если сильно будешь разгонять. Зато такой полет скоростной уже тебя не достанут стингеры. Это, считай, хороший маневр. Правда, опасный. Блин, он ездить стал. Абрамс. Как вот его сейчас? Также пушкой сейчас буду пробовать его бить. Ну, пушка вот его почему-то бьет. А вот ракеты ком, 8 ком осколочно-фугасные его нифига не бьют. Тягу я в ноль обычно убираю, а тут не убирал. Все, вот я ее почти в ноль убираю. Фиксирую район. Врубаю стабилизатор. Ну, это вот автопилот. Вот, танк. И захват. Хоп. В прошлый раз я не сделал такое. Думал, справлюсь с управлением. Переведи в набор. Переведи в набор.
Примерно такой же маневр я хотел сделать тогда, но просто переборщил со скоростью, короче. Так, сейчас попробую не шквалом отработать, а так пушкой просто на прицел. Шквалом можно контролировать, допустим, ну видите, здесь игра повещает, повредил, не повредил. А так шквалом можно, допустим, контролировать свое попадание. Ты же видишь дисплей. Прилетает снаряда, нет, допустим. Ну, ВПУ не, ВПУ как-то непонятно. Но то ли перебор был сначала, то ли что. Ладно, еще заход делаю с пушки. Так, тягу убираю. ЛТЦ. На развороте убрал, а здесь добавляю немного. Блин, еще бы камера мне мозги бы не парила. Ах ты, сука! Переведи в набор. Переведи в набор. Тихо, 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 нихера, он мне еще по кабине напулял. Хороший Абрамс. Иди в жопу. Мы так не договаривались, у меня тренировочный полет. Не, ну хорошо, что он сопротивляется. Он мне там что... Слушай, у тебя, по-моему, твой пулемет такой же эффект дает, как мои осколочно-фугасные по тебе. Взаимно, так сказать. Я попал по нему. Повредил его даже немного. Ладно. Попробуем уничтожить его теперь. Обменялись, так сказать. Он мне танковым пулеметом нафигачил, а я ему этой пушкой. Попробуем на таком расстоянии. Так, захват есть. Зафиксируем. Пуск. Все, это типа экипаж отработал. Как обычно, танк, если подбиваешь, экипаж может выйти. Я не знаю, здесь он выходит, нет. Кстати, танк горит. То есть он не сразу уничтожил. Викарь почему-то их поджигает, Абрамс. Я заметил, он их не сразу уничтожает. Он боекомплект, что ли, поджигает. Либо, я не знаю, либо бак у них там. Что у них там? Короче, он горит. Пока сгорит, непонятно, когда сгорит. Так. Теперь. Здесь же, допустим, пехота укрылась, да, вот примерно в этих домах. Надо будет сейчас отработать по ним на раме. Тоже шквалом, прицельно. То есть, как будет работа идти? Значит, надо типа обнаружить это здание в шквале, зафиксировать его, ну и потом отработать по нему прицельно. Не просто там разбросом
так сказать, ковровую дорожку делать из наров, а именно вот отработать по цели. Вот он, вот туда надо, на это побережье. Здание находится в степи. Что там по горючке? 2900. Отсюда не вижу. Обычно в зеркалах даже иногда отображается место, куда мне надо. Тихо. Не пиликай. Тягу убираю. Враг закрепился где-то здесь, в этих зданиях. Так, где мои здания, которые мне надо отработать? Что-то там гарно. Все, цель получена. ЛТЦ на заход. Тягу маленько. Видите, нам даже показывает, что нары не могут на дальняк работать. Надо аккуратно. Ну, я попробую поближе подлететь, не торопиться. Понятное дело, они не пойдут отсюда, наверное. Не попадут. Пошли. Контроль. Есть, цель поражена, ухожу. Так, все, задачи все выполнены. Все, возвращаюсь на аэродром и идем, так сказать, в горячую точку. Отправляемся. Сочи, сотый, возврат. 1:00. Сочи. Следуйте курсом 268. Удаление 1:3. Давление 757,47. Посадочный 0,6. Занимайте высоту круга. Сочи, сотый. Разрешите посадку. Он уже разрешил. Так, что-то не вижу аэродром. Вижу. Вижу.
Так, выставляюсь на него. Ну, можно здесь выставить, конечно. 14 километров позади меня. Так, скорость маленькая. На разворот больше надо. Так, ну вижу-то вижу, но я не ту полосу. Мне не та полоса нужна. Моя полоса смотрит вообще от меня туда уж. Не с того угла я пошел. Ну ладно, самое главное я уже обнаружил, да? Сейчас осталось только на него выйти. Правильно, под углом. Вот он, аэродром. Полоса у него получается слева. Вот. Я как-то... ночью помню, летал. Это вообще капец был. Ночью-то плохо видно. И я постоянно на малую полосу пытался попасть. И помню, даже из 3 раз, 1 раз у меня получилось на нее приземлиться, притормозив. Там она короткая. Не хватает иногда расстояния. В том, что я не знал, как парашюты использовать когда-то. Сейчас я выйду из кабины, посмотрю, я так не вижу. Крышку открыл, такой фару, блядь. О, слушай, по-моему, вылезли. Так, выравниваю самолет на 200 парашюты. Давай, 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 он меня дрифтует опять. Парашюты. Главное его еще удержать. Тихо. 1-0-0. Заруливайте на стоянку. Ёб твою мать, что это, блядь, опять? Короче, у меня как не посадка, так веселуха какая-то, блядь. На жопу присел. Заруливайте. Как я тебе зарулю? У меня он... самолет это... Ему небо понравилось, видишь? Не, ну это что-то новенькое. Блять. Не знаю, как на жопу присел, вообще не понял фишки. То ли у меня этот штурвал задрал его сильно, то ли что, не мог бы.
Отпустил, наверное, рано я джойстик. Да блин, он иногда сбивается, из-за этого отпускаю. Думал, лучше будет. Нет, ни хрена. Всё. Блять, как его теперь наклонить-то? Он на задних не поедет, да? Да ладно, блин, что тут мозги творить? Наземный персонал, давай. Меня на руках нести должны. Я задание сделал. Ремонт. Командир, нет возможности. Мгм. Ремонт. Принял. Что там принял, блин? Мне ремонт надо. Он там что-то принял. То у них это все по плану, то у них что-то... А, во. 107 секунд, так. Тогда электрику вырубаю. Жду ремонта. Зато эти боекомплект спас. Я, кстати, стараюсь... Ну да, сложновато дается садиться с пилонами, приземляться, если они у меня остаются. А у меня вихри всегда остаются, потому что их много, 16 штук. Все их не используешь. В компании можно их все использовать. Кстати, компания здесь вот основная, которая идет от игры, там можно вихрь весь использовать. Там целей очень много. Я сразу вспоминаю, у меня в регионе у меня есть это памятник Як времен холодной войны. Як, как он, блядь? Блин, забыл самолет. Ну, блядь, на ракету похож. Ракета с кабиной. Он также на плите стоит, на высокой, и вот так вот смотрит в небо. Слушай, это я вам памятник, короче, идею подкинул. Не хотите это Су-25Т вот так поместить? Классно же. Ой. Десять секунд до выполнения ремонта. Угу. Ну и все. Миссия выполнена, самолет восстановлен. Все. Просто хотел эпично закончить. Редактор миссии. Че он мне оранжевым подсвечивается? Так, ну что, маленько размялся я. Перейдем, так сказать, на виртуальную войну. Миссия сложная. Вчера ее выполняли, но не выполнили. Подожди, или выполнили?
А, ну вчера наземка сама справилась, короче. Наземные наши эти... Короче, пехота там, получается, техника. Сухопутные сами справились без нас. Пока мы цели искали. Здание, значит, поддержать. Враг пошел в наступление. Это Чечня, типа как чеченская компания «Декабрь». Вот. Враг идет в наступление на Белореченск. Вот. Наша задача поддержать вот эти силы, чем можем с воздуха. Что там из вооружения? Топливные баки, вихри, 25-ки. Так, беру С8 многоцелевые. И беру С8 ком. Да, в этот раз я буду сейчас пробовать. Блин, или горючку нафиг не брать. Не надо. Вот. Так как у нас у врага используется очень много пехоты, вот, вихрями бить не вариант. Поэтому буду использовать нары. Ну, а вихрями буду работать в основном по БМП, там и все такое. Вот, также надо обнаружить все-таки этот расчет Стингера. Было бы здорово, конечно, его бы ликвидировать. Так, сохраняемся. Без потерь не обойдется. Вопрос только, кто потеряется. Второй или я. Пускай хоть второй тогда. От него толку мало. Стингер, он поражает. Кого-нибудь поразит все равно. В прошлый раз вот полет был. Мне повезло, что он по второму самолету отработал. Поэтому я долго продержался. В общем, особенность этой миссии. Местность, гор нету. Погода ясная, все замечательно. В плане погодного, ну, погодных условий. Поэтому враг тебя хорошо видит. Температура -2. Ветер у земли 1 метр в секунду. Вот, на данный момент надо остановить продвижение противника, который будет наступать. Отряды, которые будут наступать. Потом добить вот эти, которые разведка обнаружила. Всякие БМП здесь, зенитки, ЗСУшки. Здесь нету этих расчетов стингеров. Либо стингеры, либо игла. Короче, ПЗРКшников здесь нету. Надо будет их... Где вот, я таки не понял, где они у меня там находятся. Вот. Ладно. Краснодар, сотый, руление. Понял, работаем.
воздухом подышать хоть перед полетом. Не, я здесь летать не буду. Я сейчас лечу как положено. Это я вчера здесь с полосы руления, блин, летал. Так, скорость 80. Продует. Прикинь, рука бы сейчас такая поднялась и помахала. Блин, было бы здорово, если бы камера еще руки бы ловила. МиГ-29 стоял. Единым цветом и зимой, и летом, на зависть всему нашему двору, видавший виды куртки из шеврета, я выхожу из дома поутру, на мысли от ляма парашюта, потерпись привязных ремней, и дорога мне так минута, которую я проживаю. Не знаю, куртки на мою похожи, сквозь этот пестрый приземленный мир мне улыбнется из толпы прохожих веселый парень. Здравствуй, командир. На языке для нас двоих понятным поговорим о жизни, о делах. Летаю штурманом на 95-м, а я летал комдивом на Ивах. Не там я их расположил, самолеты надо туда их расположить, ближе потом. Потому что я уж думаю, в такой боевой обстановке вот эти покатушки-то лишние вообще. Надо будет переделать. Там есть стоянка? Да, вот сюда их надо, в эту сторону. Обходят нас сезон стороной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Мы надеваем кожаные куртки, и крылья вырастают за спиной. Прикольно. На мышке приближение работает тоже. Сейчас совмещается мышка с трекером. То есть можно работать, допустим, головой крутить, а мышкой приближать. Вот так. Оп, оп. Тоже, кстати, неплохой вариант. Ну, если ты не в бою. Блин, здесь лучше зеркала использовать на базе. Пипец, блин, пока эту полосу всю проедешь, у тебя горючка уйдет. Не, так дело не пойдет. Надо, я говорю, туда их располагать. На ту парковку. Я вот это и резервы же не брал горючки. Поэтому мне не экономно покатушки эти.
Самолет загадка. Не знаю, что будет на полосе при взлете. То комар залетит зимой в двигатель, то птица. А вон братишка, который не стреляет по целям, едет. Может, ты не полетишь, а поедешь? Больше толку будет. Хотя нет, лети. Мне проще будет. А то так один во внимании буду, этих стингеров вообще не очень. Все, могу взлетать. Так, выстроился на ППМ. Какой там? Какой ППМ? Блин, что он? Что так сделать? 2. ППМ 2. Так, вылетаем, значит, на юго-запад. Делаем разворот через озеро. И идем на восток. Противник пока только готовит наступление. Разведка сообщает, ну, нам надо успеть до его начала. Все. Так, вооружение. 4 пилона наров. 16 ракет в 2 пилонах Вихрь. По 8 в каждой. Ну и не видно баки там еще. Дополнительные все-таки я прицепил. Хорошо, что их прицепил. Сейчас бы пока доехал бы до конца полосы, уже бы топлива мало было. Ну что, зажимаем сцепление. Я его теперь так называю. И тягу. Опа. Оп. Обороты тоже смотрю, где-то если 8 доходит, я отпускаю сцепление. Оп. Ну ладно, это не сцепление, это тормоз. Знаете, это проще, как вот на автомате, вот на коробке ездишь, автомат, там тоже тормоз выжимаешь, когда оно как сцепление идет. Ну, то же самый эффект. Давай, давай. Что-то мне тут... Блин. Че я нажал паузу? Верни обратно. Я хочу эту херню закрыть. Но у меня тут высветилось. Второму, стой здесь. Как? Не надо. Не-не-не, ты так с радостью подтвердишь. Лишь бы со мной не иди. Второму, следуй по маршруту. Давай, давай, за мной. Ты мне нужен. Так, все, взлет выполнили. Сейчас над озером пролетаем, уходим влево. Это не озеро. Нет, это озеро большое. Так. Так, высоту будем держать среднюю тогда. Где-то 1,5-2, наверное, пускай будет. Всё, баланс. Блин, рука у меня еще, почему тут сколько уже летаю. 5-й или 6-й стрим все не может привыкнуть. Это, допустим, вот когда ты за рулем в машине, ты руль можешь иногда там руки менять, отпускать там, а здесь ты как вот ты поменяешь? У тебя постоянно рука на штурвале получается. Только вот сейчас вот если автопилота врубить, можно отдохнуть, да? А так получается постоянно она у тебя, конечно, она у тебя и потеет, она у тебя первое время уставать будет.
Это, блядь, работа считается. Я считаю, те, кто летают на самолетах, для них это первым делом надо руку набить, чтобы она смогла постоянно держать на самолете. На вертолете так там, я не знаю, не летал. В играх летал, а там, по-моему, еще надо и педалями хорошо поработать, да? Помимо как штурвалом, чтобы держать баланс полностью. Так что не так просто быть летчиком. Помимо еще этих нагрузок, да? Как обычно там перегруз, не перегруз. Что у нас там остается? Мы сейчас, получается, зайдем со стороны позиции наших войск. Да, наверное, так и сделаем. Попробуем с этого направления зайти. Я постоянно заходил с севера. Северо-запада. Сейчас попробую зайти где-то с запада, получается. Тут прям... Цели, значит, БМП, отряд вот этот с БМП. Вот. Надо будет сейчас их отработать. Как вот эти метки использовать? Так, это не надо. А, тут еще вот эта тема отображается. Угу. Позывные можно отображать. Так, ну что, мы приближаемся. Переключаюсь на режим воздух-земля. Вижу область, где надо будет нанести удар. Все, враг начал наступление. Перерубаюсь на вихрь. Где-то примерно в этом районе надо их ловить. Лежал на боевом. Работаем. Вижу контакт. 2 БМП с пехотой зафиксировал. Тягу на полную, ЛТЦ. Так, расстояние 23 километра до цели. Скорость больше делаю. Сейчас надо прям разогнаться хорошо. Так, по первому делаю пуск. Контролю, чтобы потом на второй попробовать перейти сразу. Есть попадание. Второй веду. Пошла. А, нет, рано. Пошла.
Дальномер. Убираю. Работаю по пехоте. Я ухожу. Блин, зеркала вот иногда использовать надо. Все, я тут группу уничтожил с БМП. Иркут, привет. Ты чё, это отдыхаешь, да? Не работаешь? Все, можно расслабиться, ЛТЦ вырубить. Фу. Отлично. Выполнено. Что такое ПР горит постоянно? А, это дает знать, что я могу типа запускать ракеты? Не. Так, это сейчас ограничитель, по-моему, снял, да? Что, набираем высоту. 3 месяца катал, нифига ты. Не знаю, я 5 дней наездился. Ну, по 5 дней мне хватает, а ты по таким срокам ездишь. А, ну ты же не прям 3 месяца, это ты же домой-то приезжал все равно. Или ты прям 3 месяца был где-то в движении все. Че у меня второй? Атаковать объекты. ПВО. Второму. Атакуй ПВО. А что ты можешь вообще атаковать? Все что ли? Класс вообще. Это все, что он может? Ну ты мощь. Так, от первой группы отряда с БМП, ладно, так будем называть, 3 гранатометчика осталось. Тут еще рядом отряд где-то приближается. Попробуем по ним отработать. Тут еще приближается. Сейчас пехоту будут бить. Там нары там не остались еще. Так. Вот он, этот город, который мы обороняем. Они идут тут у нас, получается, вон маленький городочек через поле. Вот оттуда враг идет сюда. Там вот у него, получается, всякие зенитки и ПЗРК, и техника. Чего там только нету. Ну, короче, ты 3 месяца прям на работе находишься. Прям уехал, у тебя 3 месяца нету. Понял тебя. Так а в чем смысл? Много денег хочется заработать или просто дома надоедает? Тут разные варианты. А что есть, допустим, давайте вот будем объективны. Есть такие дядьки, которым дома напрягает, им лучше в дороге быть. Вот. А есть, ну, хотят миллионерами стать. Ну, вот у тебя как? Либо тебе просто нравится приключение на 3 месяца. Ну, видишь, тут тоже вот вопрос такой, как обычно выражение, палка о 2 концах.
Ну, твоя семья не против, что ты так делаешь? Им это как бы... Жена тебя отпускает так надолго. Просто не всегда вот такие расстояния и время дают пользу на семью. Да, ты, конечно, красавчик, ты заработаешь денежек, приедешь, так сказать, хороший джойстик купишь, все, но вопрос в другом. Ну, это уже совсем личное. Обычно отношения не очень хорошие потом с женой становятся. Ну, если объективно рассуждать. Одно дело, когда она тебя ждет в армии, ты где-то нормальная женщина, она дождется, а другое дело, когда ты, блядь, где-то там катаешься. Ну, кто там себе девчонку нашел, где-то у них же разные мысли у девчонок, у жен. Поэтому не каждый будет ждать тебя столько по 3 месяца. То тут как бы дело такое. Не, ну ты-то мечтал, я понимаю, ты молодец, но тут же как бы, видишь, суть-то в чем. Я тебе говорю, когда ты не один, а семейный, у тебя есть жена и дети, мечтали ли они о таком образе твоем жизни? Я вот всегда говорю, вот человек собрался, допустим, идти куда-то в горячую точку, показать себя там в бою, стать героем, но он когда выбор такой делает, он думает о других, вот, о родственниках своих, о жене, о детях. Просто я считаю, если, допустим, человек, это, Иркут, сейчас уже не тебя касается, я вот считаю, если человек, допустим, семейный, он в первую очередь должен думать о семье, а потом уже только о себе. А так я почему-то, ну, я вот не ребенок, допустим, да, там, если бы у меня там отец ушел, и что-то там случилось, я бы, я уже взрослый человек, и вот я просто вот, сейчас вот в голове это прокручиваю, ну, для меня это эгоизм считается. Это не подвиг. Подвиг это для тебя, может, для страны подвиг, может, ты как герой будешь, а для семьи ты будешь героем? В плане, что вот она осталась одна с детьми, блядь. Получается, ей теперь героем становиться придется. Как бы, глубоко зашел, да? Так что, Иркут, не знаю, я вот, допустим, семейный человек. И у меня, вот, допустим, жена любит, когда я дома с ней рядом. И время провожу, а не где-то там на полгода ездю куда-то. Вот. Поэтому не быть мне дальнобойщиком. Да я и сам не хочу им быть. Что такое, блядь? Почему я не фиксирую рай? Это шутка сейчас? А, вот. У меня все нормально со шквалом вообще? Так, что-то, пацаны, херня какая-то. Ты чё, я, блин, 5 дней-то меня, как бы сказать, на эти 5 дней пошел, когда... И когда узнали, что я вечерами буду на работе жить, а не дома. Сначала было все не так, все мирно, потом уже привыкли. Это тоже сроки, считай, 5 ночей на работе. Ну, понял, короче, в твоем расстоянии, ну, видишь, вам вот так вот удобно. Все, ладно, в этом как бы вопросов нет. Видишь, я говорю, люди разные, вот. Главное, чтобы семья твоя была не против, чтобы не во вред ей. Может, там сын хочет, чтобы ты с ним время проводил, жена хочет, чтобы ты с ней был. Это ничего плохого здесь нет. Это жизненно, семейно. И каждый с этим сталкивается, кто живет обычной жизнью. Так сказать, классикой жанра. Сейчас же уже другие жанры есть жизни. Не семья, а, допустим, там чисто карьера.
Или вообще, как сказать это, движение-то сейчас есть, это песня. Сигма-бой. Сигма-бой, блин. Сигма-бой, Сигма-бой. Не хотел бы Сигма-боем быть? Блять. Я что-то так поинтересовался, что это за тип такой Сигма-бой. Это ковбой. Ну чё? Будем пробовать. Блин, да чё так солнечно здесь? Я точно этот район смотрю. Блин, я с этого направления не вижу нифига. Так, все, я пас. Опять начинается. Так, ЛТЦ и попробую сам отработать. Вот, что-то заметил здесь. Нет, недолет, походу. Недолет. Ну и ладно. Сделали вид, как будто отстрелялись. Так как это... Улыбаемся и машем, да? Ой, а чё, блин, не ту кнопку нажал. Вырубил этот трекер. Чё у нас наступление идет, да? Так, ну надо вот этих сейчас срезать, ребят. Смогу или нет? Начинаю вот отсюда. Ладно, идем на разворот. У меня ЛТЦ закончились. Это опасно, я рискую. Но я должен это сделать. Где пехота? Засранцы. Шилка работает, по-моему. Тихо, тихо, тихо. Ай, блядь. Чё там опять повредили? Дебильно, эта хрень надоела. Иди в жопу. Давай, 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 давай. Суки. Переведи в набор. Переведи в набор. Ходим. Я не должен был допустить их. Я так и знал, сейчас ЛТЦ не будет, и все, и жопа начнется опять. Так, набираем высоту, потому что на низкой не долечу до базы. Выставляю на курс.
на базу. Двигатель в ноль. Подожди, а тут же еще есть аэродром. Может, все-таки его использовать? Как ты называешься-то? Так, нет, тебе я не дам управление, иди нафиг. Сейчас я на разворот пойду. Нет, на базу мимо лететь. Надо здесь сейчас приземляться. Пока с гидросистемой более-менее работает все. Стингер, сука. Козлина где-то сидит. Долго он меня выслеживал. Что тут рядом есть вообще? Майкоп, да, он. Сократ, сотый, возврат. 1-0-0. Сократ. Следуйте курсом 1-5-5. Удаление 2-8. Давление 7-3-5,06. Посадочный 0-4. Занимайте высоту круга. Так, что, пилоны сбрасываем? В поля где-нибудь придется. Ну, они отстреляны, кроме вихря, конечно. Бля, да где ты? Вот он был, 20 километров. Соседи проснулись. Евроремонт делают. А, вот все правильно. Да. Просто послушайте этот кайф. Изумительно, блядь. Я прям кайфую. Это просто, пацаны, пиздец полный, я вам серьезно говорю. Такое ощущение, как будто тебе башку сверлят, блядь, только на расстоянии.
1-0-0. Работайте с посадкой. Один 0-0. Сократ. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1-3-7. Скорость 3 метра в секунду. Посадочный 0-4. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Предельный угол атаки. Переведи в набор. Предельный угол атаки. Загорел, сейчас взорвется. Я еле вывернул его. Чё, блядь, опять подбило? Я так и не понял, что у меня было сломано. Но... Я его еле довернул. Пиздец. Сейчас пару сек. Слушайте, ну это уже плохой знак. Вот этот аэродром, он вообще мне не катит. Я уже какой раз на него... Второй раз я уже сажусь, и у меня не получается на него сесть. Это уже как правило, да? Ты чё? Закон подлости. Я на него, когда начинаю садиться, у меня вечно какая-нибудь херня происходит. То меня занесет, то еще что-нибудь. Блять, все, я на него больше не пойду. Ну, я живой остался. Самолет, конечно, загорелся. Вот, но не надо меня из плена вытаскивать. Я до базы долетел. Вот. Но задание не выполнено. И основывается здесь все на том, что надо именно вот на одном самолете все выполнить. В том и сложность всей миссии. Что я уничтожил? Я уничтожил 14 единиц. В эти 14 единиц входят 2 БМП, а остальное все пехота. То есть 31 боец был уничтожен. Вот, также, что мне непонятно.
Сейчас пойдем разбираться, почему у меня второй самолет не хочет работать. Вот он, Стингер. Полетел по мне. Скорость большая была. Опять же. Ну, меня спасло это от чего? Самолет начал наклоняться. И автопилот не справился. Я думал, он выровняет его. Нет, в итоге я выровнял. Но при этом скорость развил большую. Блять, опять он пилит что-то там. Сейчас он там дом себе построит. Интересно, настройка есть какая-нибудь здесь, чтобы он выполнял задание. Но я ему, короче, асап дал. Условия не надо никакое. Так, имя группы Кинжал Игрок. Кинжал Игрок. Ага. Как посмотреть-то нашу группу? Да я не помню. Боевые. Нет, так, подожди. Блин, не помню, как он. Позывные Кинжал. А, да, точно, я же хотел их переместить. Так, парковка. Сейчас мы переделаем немного. Понял. Ни хрена не понял. Как переместить старт? Мне надо его туда переместить. Место 14. Оп. А у этого будет место 15. Все, я, по-моему, нашел. 15. Этот пускай будет 17. Угу. Во. Вот, только у нас будет 18-19. У меня будет 19, так как я первый. А этот будет 18. Ну, теперь все четко. Так, я у тебя не это сообщение пропустил, сейчас я его прочту. У меня там самый бой был. Последние 3 месяца мы встречали 2 раза в месяц, и то не дома, потому что женщин дома не отдыхает. Женщин нужно выгуливать, и мы встречались в машине, что-то интересно смотреть, что... Понятно. Ясно, короче. Вам это расстояние и время романтику создает. Ну ладно, самое главное, чтобы интерес не терялся, и все. А то как оно обычно
Видишь, у вас возраст уже такой, как бы... Хотя, блядь, оно и в таком возрасте он, бляди, хватает. Как их... Ну и те, которые любят погулять. Пацанов. Как их назвать-то правильно? Бледоносцев. Нельзя? Здесь я изменил. Че, все-таки будем играть с одной жизнью, да? Блин, ну это полный капец, конечно. Я тебя понял, Иркут, все. Ну и правильно. Так, аэродром никому не принадлежит. Нейтральный, пускай будет красный. Пускай будет наш аэродром. Так как он у нас находится справа. Один фиг мне на него не получается приземлиться. Какой-то он невезучий для меня. Вооружение мне мое понравилось в этом бою. Вот, осталось теперь только как-то Стингер обмануть. Ну, давайте будем объективны. Стингер отработал по мне, потому что ЛТЦ закончились. Я уже шел на риск. Я сразу сказал, о, сейчас стопудово что-нибудь мне прилетит. Вот, и вот оно и прилетело. Пока я пользовался ЛТЦ, было все хорошо. Но разбился я не от прилета. Это от того, что опять не справился с управлением. Не знаю, почему у меня не получается на этот аэродром, блядь, плавно сесть. Слушайте, мне кажется, у него полоса, блядь, короткая, нет? Ну-ка, сейчас сравню с нашей. Да нет. Ладно. Все, вылетать пора. О! Опять ты. Блин, так хорошо все было. 10 минут. Ладно, подождем. Ладно, пойдем маленько расслабимся. Отвлекусь немного. Все, миссию сохранил. Колонну пойдем выполним. Кстати, там задание надо будет теперь вернуться на аэродром, да, и еще Су-25 победить. Вчера же корректировали миссию, да? Залетаю сюда тогда пока. Да сейчас он насверлится, он мне не дает сконцентрироваться. Правильно Иркут-то написал. Вот этот шум, он влияет тоже. Я, блин, что-то так аж отупел, блядь, при посадке, когда вот это... Блин. И главное, я почему звук-то вырубил? Он во время посадки прям как будто, знаешь, специально тебе... Это не объяснить, это надо ощутить. В этой игре надо концентрироваться, а вот эти шумы, они реально тебя отвлекают. Так. Гвоздики забивать начинаю.
102 в воздухе. Первый в воздухе. Один, ноль, ноль. Взлет запрещаю. 1-0-0. Мальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-2-2,79. Короче, ребят, делаем паузу. Пойду я пока пообедаю, потому что это полный. Я не могу играть. Вот вы сами слышите, я вообще сконцентрироваться не могу. Опять сейчас ошибку сделал. Да это бред какой-то. Вечно время выбирает для ремонта. Ладно. Пока паузу сделаем. Блять. Надо было нос задирать на 200. Я на 250 пошел. Как мне надоело, блядь. Такое ощущение, как будто он у меня здесь на потолке, блин. Слишком громко, я прям не слышу ничего прям. Короче, у кого-то выходные с моими совпадают. Лучше бы не совпадали. Я думаю, вот я такой, ну, как бы везучий. Сейчас пятидневка, ну, те, ну, кто 5 дней работает. Сегодня четверг. Нет, блядь. Найдется избранный, у которого тоже выходной в четверг. С этим, со сверлом обязательно. Рестарт. Что-то бомбить начинает. Я говорю, я глупые ошибки делаю, не могу сконцентрироваться на игре. Мне уже надоело это. И эти еще придурки, я им полосу уступил, они по центру. Я думал, мы можем вдвоем взлететь. Оказывается, они центр занимают и взлетают. Нормально. Уступило место называется. Идите в пень. За мной полетите. Ты видел, я специально влево ушел. Я думал, здесь как-то один взлетает, и за ним второй начинает разгон со второй полосы. Ну, я думал, здесь взлетка делится на две полосы. А в итоге почему так получается, что... Херня, короче. Почему не взлетает? Я помню, со мной второй взлетал. Не строем, а справа. Я взлетал, и он за мной разгонялся. Взлетал справа самолет. В компании взлетает. В компании. Но я, кстати, заметил, на 200 здесь, да, нос надо пытаться отрывать постоянно. Опять вот арма. Арма 3 мне мозги... Я все забываю. Я там на 230, на 240 отрывался скорость. А здесь нет, он уже начинает двигатели у него это почему-то загораться. Эти поперли. Куда вы, блядь, торопитесь, а? Без меня. Вечно куда-то торопится. 1-0. 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
250 подъем. Так он на 220 уже загорается. Какой там 250? Я 240 пытался оторваться, он у меня загорается, самолет. Один, ноль, ноль. Мальчик. Разрешаю руление на полосу 6. Сейчас попробуем на 250 взлететь. Второй. В воздухе. Первый. В воздухе. Один, ноль, ноль. Взлет запрещаю. Один, ноль, ноль. Мальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 2, 2, запятая 7, 9.
Наконец-то у него сверло нагрелось, наверное. Вот это все время, вот сколько я слечу, вот оно все тарахтело. Звук не сверла, а этот перфоратор. У нас дом из плит бетонных. Его сверлом не возьмешь. Долбежка только. Панельный. Поэтому очень хорошо слышно вот этот. Знаете, да, звук вот этот? Да-д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 а. Вообще огонь. Может, на обед пошел. Ну да, война войной, обед по расписанию. Правильно делает. Там потом сразу до ужина подожди тоже. Сходи, поспи. Странно, блин, почему тогда я 230-240, и у меня двигатель загорался. Значит, что-то какая-то хрень происходила. Птица попадала в двигатель, что ли? Я просто не могу понять. Вот ты пишешь 250, вот я сейчас летаю, все нормально. А я до 230 разгонялся, и у меня какая-то херня, возгорание чего-то вечно. Уже психовать начал, думал, может я просто поздно взлетать начал, ну отрываться. Начал на 200. На 200, блин, не всегда нос оторвешь, все зависит от того, сколько у тебя веса на крыльях. Ну, по вооружению. Нет у меня второго почему-то, он у меня не в подчинении. Хотя должен быть в подчинении. Самолет второй, где вот он? Почему он не со мной? Вчера эту миссию редактировали после полета в нее. Вот, там надо так колонну уничтожить небольшую из 3 единиц техники. И самолет Су-25 летает, мешает и прикрывает. Вот, и постоянно ситуация такая была. Когда все это уничтожаешь, завершение сразу. Мы подделали немного. То есть сейчас надо прям строго вернуться на базу, помимо как уцелеть и выполнить задачу, и посадить самолет. Ну, заодно сейчас и проверим. Вообще, это тренировочная миссия была. Тренировка заключается в том, что надо в движении поймать колонну. Она не стоит, техника. То есть она движется по дороге, есть провал. То есть если она проедет до определенного места, доедет, то как бы мы ее прозевали. Вот. Колонна охраняется ЗСУ. Шилка ее охраняет. И да, вот этот самолет Су-25, обычный грач. Вот. Он будет пошустрее, чем вот этот. Поэтому с ним надо будет еще постараться, так сказать, сразиться. Так, ориентир, значит, вот эта вода. Вдоль воды там будет дорога. Сначала город, потом дорога. Вот эта река, она длинная. Вот он, по-моему, город, в который они не должны будут зайти. Надо им не дать туда заехать. Так, переключаю сначала на ракеты воздух-воздух. Сейчас будем пацана этого искать. Где он тут, не знаю. Зеркала сразу. Если помогут, конечно. Но первый пуск всегда за ним. Стопудово. Потому что он очень часто на хвост тебе садится. Вот если получится отмахнуться от этого пуска, то может... А вон, по-моему, нет. То может быть все нормально будет. Блин, за хрень у меня. Какая-то точка на монитор попала, и мне постоянно кажется, как будто это объект вражеский какой-то.
Вот она, речка идет. Вот она, дорога. Приближаемся уже к цели. Также самолет вражеский хорошо работает пушкой. Уже маленько мне поджигал, помню. У него и пушка неплохо стреляет. Короче, там сидит за грачом ас. Пилот ас. Вроде. Ну, не меньше ветерана. Не новичок там. Высота у меня 3500. Пролетаем аэродром Моздок. Вот он, город. Рядом с ним. Враг где-то здесь. Вот у меня не видно его. Сейчас я маленько подравняюсь. Где-то вот там его надо искать. А, вот она, дорога идет. Вон она. Вот вдоль этой дороги надо искать. Тут еще дорога есть, можно подогнаться и ты на этой дороге. Но она по другую сторону речки, справа, а нам надо слева. Вот она, дорога еще идет. Особенность этих дорог, что они по краям растительностью заросшие. Иногда путаешься. Из-за растительности можешь не увидеть контакт, если будешь заходить слева-справа на дорогу, когда она у тебя будет по горизонтали. Поэтому самый оптимальный вариант — заходить лоб в лоб, и тогда точно увидишь цель. Так, все, вот я уже вижу. Вот, по-моему, дорога. Блять, по-моему, она. Вижу. Самолет вижу. Первый. Наблюдаю воздушную цель. От ориентира 103. Удаление 500. На 1000. Опа! Нифига, мы чуть с ним не столкнулись. Так, врубай ЛТЦ. Вижу его. Тоже ЛТЦ работает у него. Надо как-то поймать. Ах ты, блядь, пушка пытается отработать. Водит за нас, блин, вообще капец. Я не успеваю вывернуть на него.
На низкую высоту меня загнал, сучка. Вон. Да, блядь, ты смотри близко как, а? Может его пушкой попробовать отработать? Пушка есть. Скорость 520 у меня. Блин, главное, чтобы он мне на хвост не попал. Какой нахрен ППМ-1? У меня тут самолет. Реально пушкой проще взять, чем, блядь, ракетой. Слишком сильно близко метится. Он специально, что ли, близко подлетает, блядь, чтобы ты не смог на него ракету навести. Блядь. Пусть был. Р-60, помню, было. Я ЛТЦ выпустил. Хорошо, я его увидел. Так, один пуск уже по мне был. Значит, у него еще один остался. Вон он идет. Опа. Маневренный, да? Грач. Это, блядь, не этот. Это вообще камень по сравнению с ним. У меня еще и ракеты висят. Я же сюда прибыл-то на земку бить. Ай. Где ты? Пиздюк. Ай-яй-яй. Вторая была. Иди в попу. У тебя там третья не будет, надеюсь, уже? Сейчас пушкой будет по мне работать. Он мне на хвост сел. Сука. Прикинь. Ну. Я его маневренностью не могу взять, и все, он пиздюк, короче. Сбрил меня пушкой. Где самолеты наши, вообще непонятно. Летают что-то сами по себе. Этот вообще на базе тусуется. Че он вообще? А, у него нету вооружения. Вот этот. А, у него нары чисто. Нет, это враг, кстати. Вот он. Вот он, вражеский самолет. Су-25. Грузия. Грузинский. Ну, блять, как тебя победить, гада? Ну, я долго держался, старался держаться. Ладно, встретимся чуть позже. Не будем зацикливаться. Пойдем в Чечню опять. Ой, рестарт миссии. Не-не-не. Так, он остановился здесь.
Выбил он меня, ну. Возвращаюсь опять в Чечню. Сценарий Чечни. Угу. Все, вот мы тут у края. Так, проверяю вооружение. Нары, вихри, все, что нужно. ППМ-2, 56 километров. Понял, работаем. Один, ноль, ноль. Краснодар. Завершаю руление на полосу 2-3. Поэтому на этом самолете воздух-воздух не получится особо соревноваться. Я уже не говорю, если с иностранными самолетами, мне кажется, он проиграет. Я грача-то он победить не могу. По маневренности. Ну, его надо прикрывать. По идее, его должны грачи прикрывать, а он должен наносить удары. Вот, наверное, так или как. Потому что он тяжелый, блин. Краснодар. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. У него тем более вооружение такое, ему 6-7. вообще лучше с воздухом не драться. Че, вперед. Су-27. Ну вот, а я, видишь, ну, чисто в качестве тренировок я все равно его буду пробовать победить. Я его раньше побеждал, сейчас я не могу. Что-то я неправильно делаю. Раньше я как-то хорошо так самолет почувствовал, что я его обманывал часто. Вражеский. Сейчас что-то пока... Ну, блин... Он меня пытался ракетами всегда сбить. Сейчас он меня пушкой работает, помню. Пушка это... Я пытался его, так сказать, поиграться с ним, чтобы он ракеты все выпустил, помню. Потом я по нему бил. А сейчас вижу, он ракеты все выпускает и начинает пушкой работать. Уже задача у меня усложнилась. То есть мне приходится не только от ракет отмахиваться, но еще и от его пушки. Тут да, тут уже, конечно, бы хорошо бы сыграли истребители для прикрытия, да? То есть тут надо не звено в Су-20 со Су-25, а надо этого брать с собой. Какой-нибудь Су-27 реально. Да даже МиГ-29 бы его бы порвал, мне кажется, 25-ку.
Давай. А я буду сейчас наносить удары пока по этим опять по БМП. 37 километров до места. Так, воздух, земля, ракеты. Вихрь. Сейчас надо будет вправо уходить. Район получен, вижу. По-моему, это он. А, это, блин, нет, не то. Или то. Не могу понять. Нет, по-моему, не тот район. Другой. Тут чуть правее. Где-то там, что ли? Да, вон. Вижу БМП. Кинжал на боевом. Работаем. Угу. Что такое произошло-то? Почему захват ушел? Так, тихо. Корректирую. Захват.
атакуй цели по возможности. Второй, принял. Второй, работаю по объектам ПВО. Так, ну чё? Отряд с БМП атакован. 2 БМП ликвидирован, отряд ликвидирован. То есть уже вступление вроде сыграло нормально. А, ну тут еще 1,5 РПГшника целое, понял. Обнаружить бы еще. Обнаружить бы еще. А, вот он атакует кого-то. Так, кого атакуем теперь? Да тут пехота где-то лазит. Рядом с Шилкой. Ладно, иду на второй заход. Попробую Шилку уничтожить. Второй, сброс. Второй, работаю по объектам ПВО. Второй, получил повреждения. Шилка, что ли? Второй, цель уничтожена. Так, противник где-то, 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 где-то. Вот здесь, где-то в этой степи, да, получается? Ого, силит по мне летит, по-моему. Хорошо, скорость большая была. Что такое? ПР горит и горит. Все, ушел. Фу. Что там по килограммам? 2700. Второй заход выполнен.
Что у нас с Грачом? А, ну его это... Стингер поцарапал. Второму. Возврат на базу. Второй. Не имею возможности. Прикольно. Где-то садиться собрался. Тогда... Если ты не имеешь возможности вернуться на мой нелюбимый аэродром, где у меня это... Я обычно туда хвостом вперед приземляюсь. И то не получается. Так, задача. О, так ты тут отряд целый накрыл, да, получается? Сейчас вот этих надо поймать. У меня тут, Иркут, война идет. Я понял, что ты там. А как свой поинт поймать? Допустим, выставил точку. Как его поймать? В этом... В ППМ-ке, чтобы он отображался, свой поинт. О, блин, я сильно близко уже. Хотя ладно, не надо, мне это, я сейчас попробую сам поймать этих ребят. Вижу. Работаю. Так, ЛТЦ. Пехота попалась. Блин, не достал, прикинь. А вот так вот. О, игла, нифига себе. Привет. Давненько не видались, блядь. Две 400. Фу. Так, что у меня там? Все? Боекомплект наров ушел. Ну, он ушел не зря по назначению, да? Можно маленько отдохнуть. Куда, блин, вниз-то летишь? Ощущение, как будто у меня подсветка горит. А, вон на L рубает, все, я понял.
Еще наступательные пошли. Еще отряд пошел. Так, ну у меня все, закончились боеприпасы. Шилку надо сейчас ликвидировать. Шилку, технику. Я сейчас буду работать по технике уже. Все, пехоту, все, что мог, все забрал. БМП забрал. Так, режим воздух-земля, ракеты Вихрь. Шилка где-то здесь. Блин, солнце. Я за солнце не увижу, отсвечу. Так, подожди, что-то вижу. Есть захват Шилки. Блять. Ну как так-то? Так хорошо захватил ее. И так классно пропустил. Что там такое? Чё там? Ах ты, блядь, иди в жопу. Меткая херня. Переведи в набор. Переведи в набор. Наклепала мне. Раздела один двигатель левый. Отказ СТО. Прикольно. Еще, прикинь, зарядили. Еще игла, значит, где-то сидит. Отказ систем РЭП. Отказ Да, да, гидросистемы. да, все, я понял. Отказ СТО. Давай, 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 давай. Отказ систем РЭП. Гидросистему повредили, да? Отказ СТО. Угу. Отказ систем РЭП. Пипец, блядь, где опять игла? Их что тут так много-то? СТО. Отказ Одну уже выбил. Где-то еще сидит. отказ гидросистемы. Не расслабишься. Отказ систем РЭП. Отказ гидросистемы. Отказ СТО. Отказ систем РЭП. Отказ гидросистемы. Отказ СТО. Отказ систем РЭП. Отказ гидросистемы. Сократ, сотый, возврат. Отказ СТО. 1-0-0. Сократ, сотый, отмена возврата. Продолжаю выполнение задачи. Нет, не отмена возврата, это просто Отказ систем РЭП. херня какая-то. Отказ гидросистемы. Я нажимал вообще F1, чтобы самолет вернуть, вид он не до отмены. Отказ систем РЭП. Так, Отказ не падай. гидросистемы. Разворот. Отказ Ну СТО. чё, буду опять на майкоп садиться, у меня вариантов нету. Отказ Я не гидросистемы. знаю, что-то мне зарядило опять. Отказ СТО. Может, Шилка все-таки поджарила. Систем РЭП. Отказ гидросистемы. Отказ СТО. Отказ систем РЭП. Отказ гидросистемы. Отказ СТО. Отказ систем РЭП. Я понял, спасибо.
2 расчета, значит. Один уничтожен, второй где-то сидит еще. Игла работает, получается. Угу. Гидрач поврежден опять. Сейчас начнется. Опять тормоза не сработают. Шасси у нас не сработает. Полосу вижу, но угол не тот. Все, у меня отказывает уже этот наклоны вправо. Маленько бы довернуть еще. Вот он, аэродром. Но у меня угол к нему вообще полная жопа. Все, самолет заваливается. Давай. Рулю, просто пытаюсь вырулить хотя бы. Только рулем пытаюсь управлять. Он заваливается. Ну-ка, выровнять его. Давай. Скорость большая, пипец. Блять, да он, я всегда на этот аэродром, когда приземляюсь, у меня постоянно здесь скорость большая. Я даже, наверное, думаю, у меня шасси не выдвинулось нифига, да? Ну да, опять на брюхо садится. Так. Тихо. Повыбрасывал пилоны. Загорелся, сука. Да ну нафиг. Какую стоянку? Ты видишь, что у меня происходит? У меня сейчас взорвется, блядь. Пипец. Сократ, сотый. Отмена взлета. Сейчас бахнет. А потушить никак его? Нет. Блять. Ремонт. Ремонт. Прием. 107 секунд, он сейчас, блядь, разлетится. Ремонт, блядь. Сейчас бы выбежал, тушил бы, блядь, огнетушителем. Какой нахер ремонт? Сука, я не могу на это пиздец. Он просто сидит в нем. Ебан. Блин, ну вот тут как это называется? Вот это как называется?
Чё бы, летчик бы сидел бы сейчас в самолете бы. 120 секунд, ага. Серьезно? Да и ладно, мне главное, я выжил, и все, я сейчас заряжу и на второй заход пойду. Моя задача была его посадить. Тот случай, когда на брюхо лучше получается садить, чем на шасси. Потому что брюхо, оно прижимается к земле, и ты не прыгаешь уже, как попрыгунчик. И тормозить проще с брюхом. Вот. Может вообще без шасси его садить. Больше вариантов. На победу, так сказать, да? Вы понимаете, что у меня в этой игре не получается нормальной посадки? То есть я здесь играю ради, я так понял, экстремальных ощущений. Постоянно. То на брюхо. Кстати, на крышу еще не садили. Надо будет посадить, попробовать. Кверх ногами. Потом бочку резко на земле сделать. Там на высоте метров 50. Ништяк. Как вертолет не приземлялись. Не, как вертолет, кстати, часто приземлялся. Когда скорость резко его сбрасывал. Так, что у меня в миссии вообще? Ну, тут два гранатометчика до сих пор сидят в засаде. Всё, ремонт начат. Ура! Самолет восстановлен. Ремонт закончен. Так. Да ладно. После пламени этого жарко в кабине, надо охладиться. Так, что там? Запуск левого двигателя. Запуск правого потом. Самое главное, вот что игра тебя учит, когда ты так делаешь, допустим, не сразу там катапультируешься или рестарт пытаешься сделать, да, в таких моментах, когда тебя подбивают. Она учит тебя выдержки, то есть ты пытаешься всяко разно дотянуть этот самолет. Вот, тем мне еще и нравится вот именно такой тип игры. То есть не просто сдаться, да, а попытаться, как бы, я понимаю, не всегда получается, бывает время теряешь, разбиваешься, как бы, ну, зато вот один раз из 10, когда у тебя получается, это вот это сладкая победа называется. Для меня это как победа, что я смог сохранить самолет, то есть я не провалил условия миссии, вот осталось теперь саму миссию только выполнить. Все, мне сейчас надо добраться до места, развернуть самолет. Так, как я вообще нахожусь здесь? Угу, то есть мне сейчас надо будет вот такой круг давать, да? Получается. Или откуда они взлетают? Не, мне проще тогда вот так вот сделать. Потом взлететь сюда и зайти. Нет, мне надо отсюда зайти. Здесь солнце, оно мне не дает работать. Солнце с запада светит. Засвещает сильно этот шквал. Не вижу я нифига. Поэтому вариант какой? Сделать сейчас круг вот так вот. Крюк. Взлететь, получается, с северо-восточнее и зайти с севера. Попробовать.
Поехали. Надо будет еще перезарядиться. После такого огонька у меня пилот даже не хочет кабину закрывать. Это было жарко очень. Поэтому у каждого самолета, Иркут, ну ты пишешь правильно, у каждого самолета своя особенность. Кто думает, если он сейчас полетал там, допустим, на одном, на другой садится, да я же уже летал на том, значит я теперь буду летать как ас на другом. Нет. Управление самолеты отличаются здесь. Ну, я не сравнивал, я не летал на других, но я уверен. Так, еду на парковку, вот на вот эти места, там сейчас заряжусь. Два раза я приземлялся на брюхо и все с успехом. Но первый раз у меня вообще без огня получилось. В этот раз загорелся. Двигатель вовремя вырубил электрику, поэтому и он у меня и не рванул. Я так понимаю, если идет возгорание, надо быстро все выключать. Да, и скинул пилоны, потому что я, когда приземлялся на брюхо, могло бы, наверное, я не знаю, работает ли здесь детонация, нет. Ракеты могли бы сдетонировать или еще что-нибудь. Всякое бывает, не знаю. Поэтому не стал рисковать. Короче, что я сделал? У меня самолет полностью потерял управление из-за гидросистемы. Вот, и перед приземлением на полосу я еле выровнял. Вот, понятно, шасси не было, тормозов уже не было, благо парашют еще как-то сработал. Повезло. Стой. Все, я сбросил пилоны, потому что сразу понял, что и постарался как-то приземлить самолет не ударом, а как-то проскользить. Вот, и понадеялся на парашют только, и все. Тормоза не работают, ничего не работает. Вот. Единственное, когда он начинает скользить без шасси, он сам тормозит. Вот это большой плюс. То есть шасси, когда используешь, тебе приходится самому тормозить, он на них катится, блядь. А когда ты брюхом приземляешься здесь в игре, он, получается, у тебя проскальзывает, но при этом скорость теряет моментально. И вот я этим пользуюсь. Ну и все, потом парашюты выпустил. Ну да, загорелся. Загорелся, резко вырубил, говорю, двигатель, вырубил электрику. Так что, как-то так. А я, Иркут, я любитель, я не специалист. Но если ты найдешь 625Т в других конфликтах, посмотри.
Почему именно Чечня? А где этот самолет участвовал? Посмотри, в каких конфликтах. Вот ты мне сейчас написал вот это, вот посмотри. Если есть у тебя идеи, где он участвовал, мы можем воссоздать что-нибудь. Посмотри историю, прочитай. Я разве против? Накинь идею, сделаем. Пока я помню его именно во времена Чечни, то этот самолет был изобретен, если так посмотреть, вроде как что-то с Грузией связано, да? Его в Грузии начали создавать, этот самолет. У нас их мало было, этих самолетов 25Т. И потом, после какого-то года, они вообще перестали их выпускать. Они, кстати, сейчас где-то, может, и хранятся на аэродромах, но их никто не использует. Они уже обслуживать их никто не сможет. Я так понял, инженеров надо. Вот. Ну, их мало, этих самолетов. Вот Иркут знает историю. Иркут, ну, если что-то знаешь, расскажи, я человеку поясню, просто он... Вообще, в каком году эти самолеты использовались и почему именно я Чечню выбрал? Вот, ну, я думаю, ты меня тоже, Иркут, поймешь, почему именно Чечню, потому что на тот момент, что там у нас еще можно было... А, ну вот, да, конфликт в Абхазии, вот он говорит, Су-25Т активно применяется. Угу. Видишь, если к тебе идти летать, тебе же надо там постоянно быть. А я же, видишь, то в Тарков пойду, то еще куда-нибудь. Я же такой игрок. Если не на постоянно, так, пожалуйста, приглашай на полеты. Единственное, могу только пока составить компанию на Су-25Т. Все. Я не поклонник этого конфликта, вот, который сейчас здесь в миссии. Просто пытаюсь совместить вот именно вот этот самолет, в какой период времени он был использован с военными событиями. Все. То есть я не могу на нем сейчас в Сирии полетать, допустим, да, или не знаю, где там еще у нас какие ситуации. Кого я тебе подарю обычно. Ага, я потом буду думать, блин, ну все, мне Иркут подарил, значит, я теперь точно не слиняю. Надо будет оправдывать полеты. Просто будет как-то нехорошо, ты мне его подаришь, а я потом, блин, слушай, я, наверное, передумал, не хочу играть. Щедрый ты, однако ж. Не, ну я не хочу этим пользоваться, как-то нехорошо по мне. Просто я знаю, как эти деньги зарабатываются. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Да я верю, что ты пацанам чем даришь. Просто оно же деньги стоит. Ты же эти деньги не с ветра берешь. Нифига тебя дома 3 месяца нет. Надо на обед сейчас сходить. Я сегодня планировал полетать и на обед сбегать. Потом Тарков хотел еще запуститься. Ну, можно будет попробовать. Почему бы и нет. Игра интересна мне. Почему бы и нет. Ну, Иркут, я сразу тебе скажу, что ты видел мои стримы, то есть я могу и в ДКС поиграть, и в Тарков поиграть, вот. То есть у меня чередуется все. Поэтому каждый день я летать не смогу в свои выходные дни. Я что-нибудь да буду играть все равно периодически, но буду в ДКС играть. Тебе покушать бы не помешало. У нас тут по желанию сборы. Ну все, понял. Надо на обед, ну, сходить. Время у меня уже...
Кстати, блин, на вот этот вопрос, кстати, не ответил. Другого конфликта нет в игре. Почему есть? Здесь есть война в Грузии почему-то, но там уже вымышлены миссии компания. Вот. Просто техника у меня доступна, Су-25Т и там еще какой-то самолет, но он, я так понял, из той категории, вот эти двигателя у него на носу времен ВОВ. Я знаю, что заметил? Я вот здесь свои миссии в редакторе прохожу, они у меня в статистику идут. Я удивлен. Борт заправлен. То есть... заправлен, но надо перезаряжать зарядку. Мне медали дают. То есть, если я успешно задание выполняю, эти медали, они в статистике остаются. Классно вообще. То есть, ты можешь создавать свои миссии, но при этом прогресс в игре, он тоже будет даваться с твоих миссий. То есть, у тебя звание у летчика будет появляться в статистике, у тебя будут медали появляться. Вот, а еще знаете, что самое интересное, это я вам не рассказал, я забыл. Здесь можно играть с одной жизнью. То есть, как вот выбрать, просто карьера пилота, одна жизнь, все. Если ты где-то разбиваешься, ты потерял своего пилота. То есть, есть свой прогресс, все свои медали, которые ты когда-то заработал. Офигеть, да? Симулятор. Угу. Я пробовал проходить кампанию, начинал с одной жизнью без ошибки. Ну, это очень сложно, это капец как сложно. Но если ты катапультируешься, единственное... Короче, какие моменты вот у меня были? Я вот когда катапультировался, я оставался жив. То есть я провалил задание, при этом у меня персонаж был живой, я мог дальше его развивать. Но... вот эти ошибки бывают при взлете. То там птичка залетит, то еще у тебя и нету самолета. Все. Ты не успел катапультироваться. В итоге конец карьеры. У меня вот такое 2 раза. Я 2 пилота таких потерял. Вот так вот. К сожалению. Хорошо, Сань, хорошо, я зайду в Discord. Я, короче, как мы со стримом разберемся, я пообедаю, я зайду. Не, ну если тебе такой вот, как я, пилот будет нормальный, ну, любитель, как бы, все, иногда, видишь, у меня херня получается, то ладно. Просто я же, видишь, я не считаю себя асом. Вон в чем суть. Я просто думал, у тебя там ребята-то уже... которые прям погружены в игру прям совсем, а те, кто погружается, конечно, они асами становятся, это факт. Да-да, без проблем, у нас же с тобой ВК еще есть, мы же можем там с тобой списаться. Ты по-другому взглянешь на эту игру. Да я и так к ней отношусь как бы с интересом, с уважением. Просто, видишь, здесь надо деньги вкидывать, притом они не маленькие деньги. За такие деньги можно игры целые покупать. Фига себе. От самолета от 5000 рублей ты можешь, блин, игру целую взять. Здесь ты берешь самолет один, а так ты можешь игру приобрести. То есть цены-то дорогие, вот в чем суть. Цены кусаются. Я согласен, интересно, конечно, летать. Я вот просто, знаешь, вот не могу представить, если мне даже купить самолет МиГ-29. Что я с ним буду делать? Просто небо, летать особо, что я смогу с ним? Он же считается как прикрытие для штурмовой авиации, нет? Или, допустим, как патрулирование чего-либо. То есть им не получится, вот как на Тэшке я сейчас летаю через шквал, бью по целям. Там уже так не получится. Знал бы ты, сколько я за этот год вкинул в эту игру. Да, ты он аппарат свой показал и уже понял. Нифига у него там по сравнению. У него, короче, тут крепление, вот как у меня штатив на микрофон, блин.
И джойстик у него как штурвал настоящий у самолета. Поэтому у меня такового, у меня он обычный, блин. Конечно, денег ты вкинул много, я же знаю, ты погружен в эту игру. Так что, ну чё, ребята, давай, идите. Сейчас мы вас там встретим. Подходите поближе. Так, вот тут пацаны их тоже встретят. А, ну слушай, их сейчас Т-80 накроет, я думаю. Да единственное, вот этот отряд надо поймать. Так, задача продолжается, вылетаем. Запуск левого двигателя. Эмоционирует, человек эмоционирует. Перекурю. Сразу видно, нервничает немножко. Дроны натовские сбивать. Привет, Мик. А так вот, если прикинуть, что мне еще надо, я вроде компьютер себе собрал, процессор только поменять. Я имею в виду, что, ну, вот если деньги тратить... У меня, понимаешь, у меня сейчас тут между War Thunder'ом идет донат, и между этой игрой, вот я пока не могу решить. Мне хочется в War Thunder, War Thunder, знаете игру, да? Вот там я на танках играю. Вот, мне хочется прем-аккаунт там взять, чтобы открыть некоторые ветки и фракции еще открыть. Вот. Поэтому я вот думаю... Ну, а насчет вот здесь самолета я буду очень прям думать долго, что мне брать, потому что я в этом плане привередлив. Просто летать на всем подряд — это не мое. Вертолет тоже не мое. Хотя подожди, нет, стоп. А если я смогу вертолет освоить здесь клавиатурой и джойстиком, то можно на вертушке полетать, почему бы и нет? Как вариант. Вот с вертолетом, да, можно миссии повыполнять здесь. Слушай, надо будет попробовать. Здесь вертолетов много, да, я так понимаю? Интересных. Ну, которые можно использовать во всяких разных конфликтах. Кстати, это идея. Сократ, сотый, взлет. Мик, ты пропустил эпичную посадку опять. На пузика, Я его на пузо опять посадил. Да меня мне гидросистему все опять выбили. У меня ни шасси, ничего не работало. Я на пузо сел, у меня загорелся самолет. Я думал, все, мне кирдык. Но я не стал катапультироваться, ничего. Нет, я электрику все повырубал, подождал, он погорел, и все, и потух. Может, зима так на него действует еще? Ну, в плане, что он потухло пламя. Прикол. А еще я наконец-то сел на этот аэродром. Что мне не везет с ним. Как он называется-то? Майкопханская. Стой. Блин, а мне хватит места-то? Нет, мне не хватит разгона. Я что-то рановато. Мне надо это еще круг сейчас дать. Ладно. К-50. А здесь нету К-52. Ну, 24-ка есть, можно 24-ку использовать. Я бы с радостью бы на ней полетал. Ми-8. Там уже кликабельные, да, кабины? Там уже надо будет познавать полностью, где что запускается. Здесь вот чем хорошо, что кабина не кликабельная. Тут
Электрику запустил, левый двигатель запустил, правый двигатель запустил. Закрылки в положение, взлет выставил. Этот тормоз выжил, тягу дал чуть и покатился на исходную, так сказать. И не надо никакие тумблеры нажимать. То есть этот самолет вот в этом простой. А там вот эти тумблеры, это надо полностью изучать самолет, что какой тумблер за что отвечает. Там массу вруби, то вруби, это вруби, да? Правильно? Меня он тут Саня зовет себе в эскадрилью. Начинает уже, я тебе там самолет куплю. Блин, ну, как-то будет нехорошо, если он мне будет все покупать. Буду себя чувствовать каким-то пацаном. Ну, в плане, мы же с тобой оба водителями работаем, и тут мне Саня будет технику набирать, а я буду просто пользоваться ею. Ну, а вот на Су-25Т я бы с вами полетал, почему бы нет? Какое-нибудь задание бы даже выполнил. Двадцать четверка сложная, да? Я не буду тебе все покупать. Угу, понял. Ну я-то, видишь, я-то уже более-менее на Су-25Т что-то умею. Поэтому я уже подготовлен немного. Поэтому для меня-то лучше даже проще, наверное, с такого самолета начинать, чем с 25-ки обычной. Потому что я все равно не часто любитель вступать в ближний бой с противником. Вот в чем особенность. Просто на граче приходится летать на низких высотах, во-первых. И бить именно нарами. Получается, стараться ближе к цели подобраться. Наверное, не знаю. Но на удаление я не пробовал здесь стрелять. Как показывают это в документальных роликах. Где-то там в небе летит и куда-то стреляет. Непонятно. И в итоге вообще попадает ли он, нет по цели. Просто отработал по целям. Все. А попал ли он по целям, вообще непонятно. Ну, я-то, видишь, я как бы... Я верю, но я-то не в обучалку хотел, а хотел поиграть с тобой. Ты меня прям хочешь в какую-то школу там взять. Я-то, видишь, я имею в виду, что я уже хотел что-то поделать. Ну, так сказать, доучусь уже в бою. Тут бывает, ошибки делаю, как бы, но... Бывает, не делаю. Все, выхожу на исходную. Так, я за игру. Вот, если нужен летчик-игрок на 25Т, то давай пойду. Почему бы нет? Угу. Ну да.
Надо сначала понять, что тебе нравится. Ну, пока я говорю, вот то, что я играю, вот это мне нравится. Дальше я еще даже не думал ничего. С каждым разом я все понимаю, что мне еще эту игру осваивать. То, что я научился взлетать, иногда приземляться и попадать в цель, я не считаю это пока каким-то асом. Это просто пока я понял немного самолета. Не, я самолет не бросаю. Я, кстати, вот только сейчас начал пилоны сбрасывать. Раньше их даже не сбрасывал. Я старался приземляться на брюхо еще и с пилонами. Мазохист, блин. Тут я... Ну, кстати, я стараюсь даже сейчас пилоны сбрасывать так, допустим, нигде попало, вот рядом с аэродромом сбросил, или где-нибудь в поле, допустим, на город их не бросаю, то есть как-то так. Ну чё, вперед. Раз уж у нас игра приближена к реализму, значит будем и более правдоподобнее делать, выполнять действия, приближенные к реализму. В общем, моя задача нанести ущерб противнику, поддержать свои войска, но при этом не нанести ущерб гражданскому населению. Вот. Ладно, Сань, мы с тобой в Дискорде это обговорим, как бы. Просто в чатах это общаться, это, видишь, я еще отвлекаюсь на игру. Поэтому, ну, я понял о чем ты. Это надо, видишь, в Дискорде обсуждать. Так, вижу район боевых действий. Шилка у нас, вот видите, город идет, и ближе ко мне там, чуть-чуть от города, такой как бы лес кажется, но это не лес, это поселок жилой. Там вот где-то в районе него стоит Шилка. Вот тоже технику какую-то вижу в поле. Так, ну моя задача, надо как-то зайти. Отработать по... Так, ЛТЦ сейчас буду врубать. Не допустить пехоту в город. Она уже приближается. Все, захожу. Блин, скорость большая. Пехота на подходе в город. Блядь, Шилка опять работает. Под огнем Шилки придется действовать. Сука! Да ты задолбала! Чё опять? Два двигателя, вы чё прикалываетесь? Задолбала меня эта игла. Где она сидит, сучка?
Нет, это жопа, я говорю. Здесь, короче, вот по реальности, здесь надо, вон, разведка, пускай эти, нахуй, ПЗРК уничтожает. Лезть туда на самолетах вообще не вариант, блядь. Как вот их выследить? Только по пускам, по идее. А как ты вот по пускам их выследишь? Летать от вида третьего лица, блядь. Короче, мне выбили 2 двигателя. Это был ПЗРК опять. В этот раз я уже не дотянусь никуда. Пизду. Он уже мертвый был. А, ну как так, да? Так, блин, хорошо все было. Ну, шилку-то я еще мог обмануть, но иглу нет. Все, минус. Две ПВО уничтожил. И 16 единиц техники. Жопа. Артем, привет. Привет, Артем. Все, не жди меня, мама, согласен. Да, это, я говорю, это, блин, вон, смотри. Вот он, видишь? Вот они тоже пуски были. Система обороны. А, ты имеешь в виду, у этого самолета что-то есть, да, оснащение какое-то? Блин, что-то, ну, у него же вроде против осы что-то было, нет? Здесь надо вешать эту штуку. Как она называется? Сейчас скажу. Она, наверное, влияет. Она или не она? Так, где ее? Вот она. Фантасмагория. Либо МПС 410. Может, ее надо? Да, вот тут, конечно, я еще пока в этом не разбираюсь. МПС 410. Ну-ка. Что это такое? Так, это система радиопротиводействия для защиты самолетов фронтовой авиации. Она может использоваться как индивидуально, так и для индивидуальных взаимодействий. Так. И что? Для какой защиты от чего? Радиопротиводействие. А, это система радиопротиводействия. Имеется в виду, чтобы тебя, наверное, эти радары не видели, наверное, или что? Но это не то. Мне-то надо не радар, мне надо как-то... Стингер... Разве от Стингера есть какая-либо защита, кроме ЛТЦ? Хорошо, ну-ка, а что нам дает, допустим... Вот Фантасмагория, я помню, это вот осу помогает выследить. Стингер по мне работает. Но по мне Стингер... Вот же я показал вам. Меня Стингер сбил опять. Там ПЗРКшники, там нету ПВО такого, который там с радаром работает по тебе или дальнего поражения. Там вот именно расчеты ПЗРК, Стингер. Вот, самое гадкое, вот я и говорю. Радиоэлектронные помехи не помогут против Стингера. Вот я говорю, там проблема именно, что Стингер бьет. Меня сейчас бил Стингер.
С иглой я справился, а стингером сбил меня. Вот она в чем вся сложность. Так, давай теперь попробуем полет. Что там время еще есть? Ну. Так, под прикрытием самолета, который может сразиться с грачом. Так, у меня Су-25. Подожди, что это? Какая здесь не видно номер? 5. А этот 15. Так, этот, значит, будет... Сейчас я переделаю. Ну хотя... 4, ладно, нормально. 5. Нет, все правильно, не надо ничего переделывать. Надо понять, почему у меня в подчинении он не идет. Они у меня отдельно от группы, все, я понял. Так, значит, со мной полетит АС. Самолет. Су-27. Первый из 2. 1 из 2. Так, группа Восход. 2. Ну все, вот, по-моему, я их воссоединил, да? Так, это что за самолет? Это не нужно. Все правильно. Так, имя группы Восход. Восход игрок. Восход 1-1, Восход 1. Так, имя группы Восход. Или он как идет Восход 1? Вот так вот, наверное, ну. Допустим, Восход 1. Нет. Восход 1, Восход. Ну, Иркут, тут как бы тоже дело, видишь, еще уверенность иногда здесь надо. Если уверенности нет, то и самолет не посадишь нифига. Я имею в виду подбитый. Блин, мне надо его в группу, я его пытаюсь в группу. Будет он со мной, нет? Правильно я делаю. Я забыл, как здесь создавать звено. Почему-то не помню я вот именно. Чего-чего, триггерные действия, чтобы истребитель тебя сопровождал. Да вот мне лучше напомни, как его в группу себе воткнуть. Ты видишь, он выдает все равно 1. 1, 2. И здесь опять 1, 2. Почему не воткну? Типа одного типа. Все понятно.
Два не могут летать. Я тебя понял, о чем ты, Миш. Давай попробуем. Сопровождение. Старт миссии. Создать. Тип. Тут сейчас... Я первый раз такое делаю, не знаю, не делал. Посмотрим, есть тут что-нибудь. А, нет, подожди, это я условия создаю. Условия, значит, смотри. Так, объект должен быть живой. Игрок. Так, объект должен быть... То есть опять я. Высота более 50 метров, пускай будет. Ну, то есть, чтобы я в воздухе был. Так. Третье условие. Объект вне зоны. Так, вне зоны, вне зоны. Здесь есть триггер. Хорошо, сейчас триггер создам. Так, размер триггера. Угу. Так, триггер называется база с двумя А, ладно, пускай будет. Все. Теперь заходим сюда. И здесь скорость. Так. Не скорость, тогда вот это не надо условие, оно будет некорректно. Создаем объект вне зоны. Все, то есть если он покидает эту зону, все, самолет начинает его сопровождать. Сопровождение попробую сделать, не знаю, получится, нет. Так, условия, объект должен быть живой, то есть самолет мой. Нет, подожди, что-то не то. Почему оно удалилось-то? Так, это убираем. Заново, что ли, делать? Почему событие-то ушло мое? Оно не сохранилось, да? Блять, задолбало. Я же вот делал сопровождение. Создать. Опять. Объект должен быть жив. И получается, объект должен быть вне зоны. Все, этого достаточно. Действие. Добавить задачу. Нет, подожди, не то.
Ну, подсказывай, Иркун, где тут сопровождение ты видел? М? Вот именно сопровождение надо найти. В отряд я в группу не могу взять. Так подожди, ты же говоришь триггер. Так это триггер или у него? А, ты имеешь в виду у него еще можно? Ну ладно, давай это уберем. Ну давай посмотрим. Ну, то здесь имеешь в виду, да? В группе вот здесь, наверное, да? В ПП. Так, запуск со стоянки. О, проснулся. Блин, сейчас опять начнется. Блин, это же я просто следовать видел, прикинь. Следовать на ППМ. Не. Фоновая задача. Подожди, а где же я видел? Основная задача. Ага, здесь, да? А, вот она, все. Так, следовать. Группа за восходом. Тут условия, видишь, есть, да? Так, я так понял, что я ни хрена не понял пока.
Тут сохранить, да, ППМ стоит. Так, ну давай хотя бы так вот пока сделаем. Посмотрим. Сопровождение стоит, стоит. Пипа, короче, будет следовать за мной. Я хочу с ним добраться до места, где будет колонна, чтобы он меня прикрыл. Вот. Тут вот Су-25 будет сейчас на меня нападать. А моя задача отработать по колонии. Ну. Такая вот фишка, короче. Ну, ладно. Посмотрим, как будет работать. Я чередуюсь. У меня там не получается, допустим, что-то. Я иду в эту миссию. Здесь пробую. И так вот. Ладно, полетели. Сейчас сохранюсь. Чё? Каких ошибок? Что-то напортачили. Ну смотри, они пустые все. Где тут ППМ? Раз. Вот этот Су-25, у него нету ничего. У меня ничего нету. И вот Су-25, у него тоже ничего нет. Зачем мне два Су-27? Я один хотел. Так. Мне один надо. Давай вот этот меняем на Су-27. Изменить. Так, основная задача. Следовать за мной. Так, а этот у меня в отряде, что ли, получается? Ну да. Так, он у меня 003. Ну все правильно. Так, я тогда на 14, он на 13. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Все, в итоге 2 Су-25. Это мы с ним. Он как в моей группе получается. И один самолет Су-27.
Почему-то у него тут куча всего. Отключить доклад. Почему не атаковать? Так. Удаляю все его задачи. Добавляю ему задачу. Следовать за нами. Так, теперь надо проверить его вооружение. Он пустой. Так, ракеты воздух-воздух Р-73. Да блин, да что ты сбрасываешь-то? А вот у него есть. Все, ему достаточно этого будет. 4 ракеты. Все. Вперед. И там, видать, задача с 27 много было. Он же как патрульный был. Там был МиГ-29. Я заменил на Су-27 и сделал его как прикрытие. Все, в итоге мы вдвоем сейчас взлетаем, и он за нами будет нас прикрывать. Задача, значит, ликвидировать колонну. Ну, я понял. Спасибо, Иркут, за помощь в плане. Ты мне знаешь, что тут это разъяснил в плане. Я теперь понимаю, что звено только может быть из самолета одинаковых типов. Поэтому все остальное только делать, если сопровождение, это следовать, вот как написал. Единственное, надо было, наверное, все-таки следовать ему за... А, там группа у него указана, там же не конкретно самолет. Или там можно конкретно самолет ему указать. Чтобы он второму не мешался. Вот сейчас у меня есть в распоряжении самолет. В прошлый раз не было. Что-то я там неправильно сделал тогда. Мальчик. Нальчик, сотый, взлет. А ты вот симуляторы, Иркут, тебе это говорю, симуляторы играешь, у тебя только в ДКС редактор или есть еще в каких-то редакторах? Угу. Увидел его. Еле-еле, да, увидел.
Я говорю, это у тебя редактор только в ДКСе там, в симуляторе и все. Да-да, редактор. Ага. Ну, то есть в других симуляторах нету. Вот в гражданской авиации у тебя нету там редактора, да? Ты же еще в гражданскую авиацию летаешь. Блин, резко повернул, походу. Я понял тебя. Нет, ты не понял меня. Я имею в виду редактор только в ДКСе, да, и все. Я знаю, что у тебя там есть еще гражданская авиация. Не, я не про это. Я имею в виду именно редактор только в ДКСе, да, получается. Все, пошел я. Пошел я. Пока. Можно вылезти? Не хочу лететь. Просто прикинь при взлете. Все, пацаны, давай, летайте сами нахер. Как фару открыл, ушел. У нас на самом деле глобальный армовский редактор мне оказался не по зубам. Но армовский тоже долго изучал. Не, здесь проще редактор намного. Все, что... Знаешь, здесь редактор чем-то похож на редактор операции Flashpoint. Игра. 1-0-0. Взлет запрещаю. Пошел в попку. Там это... 1-0-0. Мальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7. В операции Flashpoint все... Запятая 7-9. Да, ты мне еще анекдот расскажи, как начнет лялякать. В операции Flashpoint можно было все в триггерах сделать и в поинтах. Так же, как и здесь. Вот. А потом пошло вот это с армы 1, арма 2, арма 3. Сложность в том, что там все через триггер не сделаешь. Надо скрипты знать, команды знать, как это самому все прописать. Вот. А здесь в редакторе, вот именно... Здесь редактор дает тебе возможность, вот, пожалуйста, ты просто цепь выставил в выполнении. Одно, второе, третье. Допустим, создал какое-то событие, назвал его, в этом событии создал условие. И в условии создал действие. Все. И все это делается через 3 колонки в игре. А там нет. Здесь намного проще все. Так это прикинь, вот они создали такую базу сложную, а сейчас просто взяли и благодаря армии Reforge вообще другой редактор сделали. Зачем люди тогда изучали тот редактор? Поэтому, вот лично мое мнение, не вижу смысла изучать такие сложные системы редактора. Чтобы потом просто взяли это, они все выбросили, и все это зря потратил время на это. Ненадежно это все. Поколение поменялось, все, разрабы, наверное, изменились, там все поменялось, серия другая уже армы. Все, редактор изменился. То есть и вся вот эта база данных 10-летняя, которую ты знал когда-то, она уже не нужна. Получается, ты просто время потратил, кучу времени. Ну, ты же надеялся, что она и в будущем понадобится. Нет, все. Так, нам надо левее брать. Так что, Иркут, ты многое не потерял, не изучив редактор армы. Можешь по рефоржу уже понять, что там редактора такого нету.
Да, вот он за нами летит. Сопровождает нас. Наконец-то мне надоел этот грузинский самолет, который меня сбивает постоянно. Да не нужны тут скрипты, тут все можно через триггеры, поинты сделать, музыку добавить, все вот это. Я же добавлял, озвучку даже свою добавил, у меня здесь озвучка есть в миссиях в начале. Так что, не, здесь проще намного. Здесь с машинами проще, они едут сами по дороге. Задачу им дал и все. Пехоте дал задачу, они идут. А там задачу дал машине, они не едут. Пехоте дал задачу, она вообще куда-то непонятно идет. Или вообще застрянет, не идет. Здесь, да, оно выглядит, конечно, как в симуляторе все, не так красиво, как там. Наземка, я имею в виду. Хотя, знаешь, машины здесь тоже детализированы хорошо, я заметил. Урал, вот это все классно сделано. При том, что они как просто для тебя... Ты же на них не ездишь здесь. Вот Арму, да, можно сравнить, допустим, с этой игрой, потому что Арма считается как симулятор, и это тоже считается как симулятор. Только это симулятор чисто авиации, допустим, а там симулятор военных именно действий, тактический симулятор военных действий. То есть там все, по идее, и танки, и пехота, и артиллерия, и авиация, и корабли даже сейчас. Но так как делают в мастерской, ну, опять же, кто это делает? Ребята, вот. А на ребят не надо бочку катить. Это вот ты, я, допустим. Захотели, время свободно было, сделали. Вот. И делают они это бесплатно, не продают, поэтому соответственно и качество. То есть оно совсем не симуляторное. Давай будем объективны. Ну, а разрабы делят, эти DLC создают всякие Сахары и все такое, все. Больше ничего они там не делают такого симуляторного. Поэтому Арма превратилась уже у нас не в симулятор, а в Battlefield. Ну, правда, только режим PvE. К сожалению. Если еще на серверах там с пацанами можно устроить там одну жизнь, поиграть в что-то, то просто в Арму, если играть, то будешь играть уже в Battlefield. Какой там симулятор? Просто после тех полетов здесь совсем другие полеты уже. Ну и то, что боты тупые, вот они все портят. Если бы они бы не тупили, вообще бы игра была бы классная. Они, блядь, элементарно ездить не могут. Там вот реально, там, чтобы колонну запустить по дороге, там надо 500 команд ей написать. Вот. Все это, конечно, мы изучили, все это мы умели, но, блядь, потом, когда вышла Arma Reforged, это все не понадобилось. Классно время провели. А я почему-то, наоборот, думал, в Арме 4 пригодится это все, не зря изучаем. Столько лет отдаешь этому, а в итоге, вот видишь, оно все... Так, что они там направляются за мной? Да, он за нами летит. Интересно, он будет атаковать? Так. Прикрой меня. Второму. Прикрой меня. Второй. Подтверждаю. Я на всякий случай воздух-воздух тоже поставил. Все, мы подлетаем к зоне, где у нас враг.
Если бы они в Reforge сделали бы такой же редактор, как в Army 3, то Arma 3 была бы жива бесконечно. И все, что до нее. Они, получается, создали другую игру. Похожую на Arma 3, по идее, так? Потому что если взять вот операции Flashpoint, Arma 1, Arma 2, Arma 3, они между собой похожи. Даже операция Flashpoint, это уже после операции Flashpoint пошли Arma, это уже другие игры. Но они были связаны между собой. Редакторные команды, триггеры, поинты, все было так же. Ну. И тут, блядь, выходит Arma Reforge, у которой вообще нету отношения такого же, как в редакторе тех предыдущих серий. То есть игра получается вообще другая. Ну. И все, что люди изучали на протяжении тех всех серий, они могут это забыть уже все. Либо возвращаться в прошлое и играть в те серии игр. Вот и все. К сожалению, ну так. Не знаю, я даже не пробовал там Reforge редактор, даже не хочу. Что там через какое-то приложение надо запускать, через тулсы эти там искать, что. Ну чё, где у нас тут самолет? А я не могу ему команду, да, дать. Блин, Нырку, там опять твои сообщения попрятались. И... Давай, давай, работаем. Ты быстро пишешь, и твои сообщения уходят вверх. Я не знаю, надо мне экран прямоугольный для чата с тобой. Ты быстро пишешь очень много сообщений. Ты делай так, чтобы я одно сначала прочитал, потом другое. Потому что ты так зря просто пишешь предыдущие, тогда они уходят у тебя вверх у меня. Я их не вижу. Быстро пишешь и много пишешь. Надо, просто я еще не успеваю все прочесть. Ладно, сейчас тут ситуацию вот эту обойдем. Пускай один мой пошел. Давай, давай, что там будет его этот бить-то? Работай по нему. У нас тут воздушный бой. ДКС War Thunder. Блин. Да ты не меня про это сопровождай, ты, короче, там еще надо что-то ему в ППМ писать, чтобы он атаковал цели. Пуск ракеты. 1 час. Он до второго доколупался. Он сейчас с ним бой идет. Короче, вражеская 25-ка. Су-25. Обычный грач. Ну, делать не могу его. Этот за мной летает. Ё-моё. Эта песенка, знаете, это сейчас будет скоро, кстати, это Новый год опять. В лесу родилась елочка. Вот мы тут, у нас где-то елочка внизу на земле, и мы вокруг нее хоровод крутим друг за дружкой. Подожди, он, по-моему, снизу. Или кто там снизу? Показалось.
ощущение, как будто они на низких высотах. Ну да, высота 3600 это много. Где они, блин? Второму. Атакуй воздушные цели. Вижу. Вижу, гада. Скорость большая, блядь. Да, блядь, я так разобьюсь. Да я попытался, хотел ему по этому, по затылку дать. Нет, нифига. Вон он сейчас будет на меня лочиться. Да в смысле, блядь? Ты чё? Не надо было так делать. Нормально же все было. Блин, где там этот Су-27? Он вообще будет работать по нему, нет? Короче, ему задачу надо еще. А вот это проблема, кстати, вот в игре здесь. Задачу не поставишь, он не будет ее выполнять. То есть он будет за врагом летать и смотреть на него, я так понял. По идее, он должен сам как-то атаковать тоже. В чем прикол-то? Почему самолет вражеский не атакует? Это что за фишка такая? И мне надо на него как-то выйти. Опять сейчас вот этот круговорот. Он маневреннее, видите, в чем дело? Мы, конечно, ему проигрываем. Без вариантов. Вот 27-ка мог бы его атаковать. Я для этого его и ставил. А он, балбес, за мной летает и ничего не делает. Блядь, достал ты меня. Не знаю, я не могу задачу сопровождающему самолету поставить. Он ее не выполняет. Значит, Иркут просто следовать, этого мало. Здесь надо еще что-то ему добавлять, чтобы он атаковал цель. А так просто сопровождать. Вон, видишь, что творит? Сука. Все, он мне выбил, блядь. А, он гидравлик мне повредил. Пиздец. Нету, где самолет сопровождающий? Вот он, смотри. Где он? Вот он летает, смотри. Офигенное прикрытие. А в каком районе? То есть ты хочешь сказать... Подожди, я понял, о чем ты имеешь в виду. Ну-ка, давай попробуем. Район-то этот, я же не угадаю, в каком он будет. Надо большой триггер тогда создавать.
Смотри, значит, да не надо ничего так. Берем, создаем триггер. Нет, это херня. Там много. Сейчас посмотрим, что можно придумать. Так. Зона авиа. Назову. Ну, конечно, лучше посадить игрока туда. Понятное дело. Так, следовать. Не, зачем? Я сам хочу атаковать самолеты. Что за приоритет? Есть ЛПМ. Блин, подожди, я что-то тогда не врубаюсь. Так, ПМ-1. Где патрулирование, поставь сопровождение. Что-то у меня задача. Справа вверху. А, о. Ты вот это имеешь в виду? Тогда тут все меняется. Подожди. Тогда надо будет вот эти убирать. Целый список появился. Да-да-да, я понял тебя. А, о, сейчас другая тема. О, все, сейчас будет атаковать. Все, сейчас будет четко все, да? Дистанция атаки. 500 километров пускай. Что за ЛА?
Короче, все, что увидит, то пускай бьет. Кроме наземки. «30». Давай 30 сделаем. Я понял тебя. Чтобы он это... А то он так с базы взлетит и уже пойдет в атаку, да, по идее? Так, горячий старт со стоянки. И нам тоже надо горячий старт сделать. Все. Нет, не все. А, ну у него то, что нужно, стоит. Чё это? Ладно, все нормально. Сука. Блин, нихера грач, да? Ну-ка, мне интересно, у него какой у меня навык-то все-таки стоит. А, нет, это он на ветеране, прикинь, так разносит всех. У него задача стоит непосредственная поддержка войск. Страна Грузия. Вот. Вооружен он нарами и ракетами воздух-воздух. Ну, блядь, даже на ветеране он себя хорошо проявляет. Такой, я бы сказал, умный враг у нас в воздухе. Мне надо пробиться через него к целям колонны. Я уже что только не делаю, блин. Я понимаю, что он по маневреннее меня. Блин, ну как я его тогда сбивал, я вообще не помню. То ли у него опыт был другой стоял. Я ему опыт добавил. Не знаю. Ладно, гадать не буду. Но мы уже его сбивали когда-то. 4/4. Да в War Thunder карусель это была, я думаю, что там постоянно он в РБ пойдешь на самолетах, да даже в симуляторный пойдешь, там вот эти карусели с самолетов кружат друг за другом. Правда, там самолеты вот этими с пропеллерами, а здесь-то я вообще не представляю этих реактивных, блядь, между собой. Так, что хотел-то? А, точно, я же хотел это... Горячий старт. Горячий старт. Короче, будем уже запущены. Ну что, задание пока чеченский сценарий не выполнено, потому что миссия оказалась очень сложная. Даже не сложная, а очень сложная. Артем как-то раз его ведущего сбил. А чё, они тоже лоучатся, да? Захват на них тоже идет. А, ну хотя если Су-25, здесь же вражеский, он же может и не вражеский быть. Мы как-то летали с пацанами тоже, я прикольнулся там тоже, пошутил над одним. Когда мы к аэродрому подлетали, я ему не помню, либо я в него пушкой пострелял. Кого-то я тогда... Кто же с нами был? По-моему, Артем, Шум летали. Шума, по-моему, я подстрелил. В игре ничего не обновлялось в последнее время. Разрешаю руление на полосу 6. Потому что он какой-то слишком хитрожопый стал, этот грузинский летчик в этой игре. Какой-то вертовый, как, блять,
Короче, вертухлявый, как правильно обозначить? Слишком крутится, вертится, как уж на сковородке. Его еще поймать надо. Это где ты такое увидел? В ДКСе? Ми-28 есть? Ой, что я сделал? Бля, зачем я этого пилота врубил? Взял, мне крен сбил. А, здесь появилась. 28-ка, интересно. Видишь, 28-ку если брать, надо карту брать тогда. То есть уже карты другие надо брать. Сирию, допустим. Так, ребят, еще полет делаю и все на обед. Что мне уже надо пообедать. Че, он не вывезет, да, полеты на вертушке? Да мне некоторые говорят, он и на самолете не вывезет, но я же летаю как-то. Поэтому не факт, не факт. Тут еще все-таки зависит не только от джойстика еще. Бывает джойстик у человека хороший, а рука не хорошая. Поэтому тут зависит еще от умений. Взлет запрещаю. 1-0-0. Нальчик. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7-2-2,7-9. Какую кобру М5? Это что такое? Кобру. Меня так не пугай, я подумал, нифига, у тебя есть вертолет Кобра, и ты в Новосиб ее доставишь. Ты же понимаешь, что я на языке армовском понимаю тебя, я больше же там был. Вот что для меня такое Кобра? Кобра это для меня американский вертолет Кобра двухместный. Кстати, я его еще с операцией Flashpoint знаю. Как они тогда, американцы, там на Аверон напали. И там надо было побережье оборонять. Эти кобры задолбали. А, ну то есть я тебя правильно понял. Кобра это вертолет, ты имел в виду. Разве не AH1Z Кобра? А, это джойстик, все, я понял. Я думал, нифига себе Иркут на Кобре летает по России.
Понял я тебя. Эй, в смысле, ты куда собрался, парень? Не надо туда. Триггер не удалили, да? Я там триггер-то большой ставил, надо было его убрать. Ну, для этого самолета достаточно обычного джойстика, как мой. Ну, если руку тут еще как бы не только джойстик нужен, тут и глаза нужны. Глаза капец устают. И не только глаза. Я вчера летал, не знаю, я вчера еще под этим был, блядь, пиво пил. И то ли, блин, то ли переборщил с шквалом, то ли что. Короче, чуть шею себе нахрен не свернул. С утра просыпаюсь, что-то с позвонками, не знаю. Тут же надо камеры так настроить, чтобы тебе сидеть удобно было. А так будешь неудобно сидеть, у тебя спину клинанет, блядь. Шутки шутками, но это ни хрена не шутки. Я говорю, после полета вчерашних проснулся, у меня что-то, блядь, шея как-то хреновая. Сейчас вот, видать, размялся, легче стало. Так сказать, клин клином вышибает, да? На полетах грильнануло что-то и на полетах расклинуло. Ну что, пацаны, мы готовы в этот раз что-то сделать полезное? Или так и будем от грузинского самолета пиндюлей получать? То я уже хотел их 2 поставить против нас, а мы все с одним не можем справиться. Чё оно наклоняет? Зачем оно наклоняет? Смотри. Для чего он так делает? Здесь вот можно вот так вот сделать. Оп. Тебя карта будет вести прям. У него высота 1500, у нас высота 1300. Мы, по идее, наравне идем почти по высоте. Короче, я понял, как он работает, вражеский самолет. Он тебя закруживает. И ты теряться начинаешь. Ты как этот, блядь, как вертолет в воздухе становишься, и все, и он тебе на хвост садится. Опять же, как он так делает? Ты разворачиваться не можешь так быстро, как он. Он быстро разворачивается. У него как-то быстро это получается. И все, и ты маневренность теряешь, в итоге он у тебя на хвосте оказывается. Ну, как вот в War Thunder, я помню, летал. Когда ты на хвосте оказываешься, тебя только может спасти низкая высота. Надо будет попробовать на низких высотах. Чем больше ты будешь стараться в небе держаться и от него пытаться уйти, он тебя все равно собьет. Только если на низкую высоту уходить. Так сказать, это... Травку пузиком щекотать. Блин, зачем я взял?
Давай стабилизируй. Когда автопилот работает здесь, лучше не брать джойстик, потому что ты сбиваешь тогда себе равновесие. Он у тебя что попало будет потом творить. Сухой у меня справа. 27. Так я тоже сухой, получается. На сухом летаю, 25-м. Одни сушки в небе. Моздок пролетаем. Это 24-ка лучше самолета здесь себя проявляет, да? Надо представь, эта пушка по тебе будет работать в воздухе. Тут от шилки-то бывает убегаешь, а тут по тебе будет. И плюс у них, по-моему... нет, у них ракеты воздух нету. Блять. Воздух это, по-моему, у этих, у Кобры есть ракеты эти. Кобры могут запускать эти ракеты. Вертолет Кобра, американский этот. Понял. Что ни хрена не понял. Какого фига ты опять высоту мне занижаешь? Второй. Наблюдаю воздушную цель. 12 часов. Второй. Обнаружена цель. Бронетехника. 12 часов. Удаление 1-3. Второй. Обнаружена цель. Объект ПВО. 12 часов. Удаление 1-3. Шилка захвачена. Пуск. Шилка уничтожена.
Работаю по БТРу. 3, 2, 1. Пуск. А, танк. Это танк. Работает по воздушной цели. От ориентира 101. Удаление 500 на 230. Сбил противника. Отлично. Вот это я понимаю прикрытие. Все. Все, противника сбил. Вот он теперь прикрылся 27. Все, мы теперь задачу сейчас сделаем. Все, вон падает этот самолет. Все, он разбился. Вообще красавчики. Вот теперь я чувствую себя каким-то вот штурмовиком, который должен выполнять свою задачу, а не, блядь, заниматься вот этими хороводами в небе. Так, ну что, я тоже поразил Шилку. Не знаю, танк, по-моему, живой остался. Вон. Дым. Это техника, по-моему, наземная. Угу. Что, танк тогда тоже, получается, сгорел? Я его поджег. Ну-ка. Не, ни хрена. До 25-ка горит вражеская. Так, значит, задача. Что, у тебя есть чем пострелять? Да, есть у него что пострелять. Давай. Паковать. Второму. Атакуй цели по возможности. Второй. Принял. Второй. Работаю по земле. Добиваем технику. Ми-24 подвесить ракеты Р-60. Тогда будет вдвойне опаснее. Второй. На боевом. Второй. Пуск ракеты. Второй. Цель уничтожена. Второй. Выкол. Что за выкол? Дай мне хоть кого-нибудь бахнуть. Кого-нибудь выкол тоже сделать кому-нибудь. А, вон вижу. Зафиксировал. Вижу БТР. Танк поразили. БТР захвачен. Отстань! Дай мне стрельнуть. Иди в пень, это я пускаю все. Блин. Вот гад. Второй. Занимаю строй. Второй. Короче, вдвоем поразили его. Увлекся, блин, а? Так, дополнительно. Все, уходим. ЛТЦ закончились. Все, задание выполнили, колонии не дали подъехать к месту. Че опять у меня эта хрень моргает? Оп. Ну-ка. А, во. Все. Оп. Оп. Нет. ПР горит.
Короче, ограничитель надо возвращать обратно, когда шквал включен. Во время выключенного, когда его назад возвращаешь. Ну да, когда шквал вырубаешь, ограничитель пытаешься вернуть обратно на пуск. Что такое ограничитель? Я так своими словами объясню. У каждой ракеты свое есть дальность пуска. То есть надо приблизиться к этому расстоянию, тогда делаешь пуск, тебе разрешает типа пуск ракеты. Вот. Ну а когда снимаешь ограничитель, ты хоть с любого расстояния бей, но ты должен быть уверен, что эта ракета, конечно, вообще попадет с такого расстояния. Вот. Я обычно смотрю, если это поле, то я бью где-то, ну, километров даже 20 могу использовать. Если это где-то горы, лесная местность, там город, то ракета может не попасть туда, куда надо. Зря уйдет вниз и все. Ладно, все, я на базу. Можно на моздок приземлиться, кстати. А, нет, у нас задание вернуться на ту базу. Нифига. Нам сейчас надо вернуться в Нальчик, по-моему, мы оттуда взлетали. Нальчик, сотый, возврат. 1-0-0. Нальчик. Следуйте курсом 2-4-9. Удаление 8-0. Давление 7-2-2,7-9. Посадочное 2-4. Занимайте высоту круга. Я могу так вот играть. Оп, оп. Ну, надо еще потренироваться пока с этим. Скорость вообще большая. Ну, 710. Нравится, когда он летает быстро вообще. Слушай, а может реально истребители мне попробовать? Я, блин, любитель скорости в небе почему-то. Любитель даже вот этой тряски мне прям нравится. Вот только не любитель, когда вот он вот так летит у меня. Что у меня с автопилотом, блядь? Он дурачок? Почему он у меня пытается землю поцеловать? Ну-ка. Опа. У-ху. Блин, я хотел это кверх ногами быстро посмотреть. Это надо... Блин, оно будет как это, надо смотреть тогда вверх. Точно, надо вот так, типа. Кверх ногами на землю взглянуть. $57 километров. 67. Вот они, ребята. Это кто? А, это 27-ка летит. А грач где? Ой, это не грач, а 25-ка где? Ты где?
У меня ЛТЦ закончились. Я, видать, это не посмотрел, что я их не выключил. Смотри, вот он опять вниз тащит и все. Я ничего не делаю. Зачем он так делает? Зачем ему низкая высота? Вот это ему нравится летать на низкой высоте автопилоту, что ли? Ну, мне тоже нравится, конечно. Все, мы подлетаем. Я обычно врубаю вот лампочки по краям, лево, слева, справа. Блять, как объяснить-то верхние вот эти лампочки, только одна слева, другая справа. Она стабилизирует самолет. Где-то аэродром у меня слева. Ну, далековато будет. Нейросеть. И как она делается там? Просто текст пишешь, он тебе озвучивает. Эй! Тихо, тихо, тихо. Отклонение. Увлекся, блин. Это слева. Да, у меня этот ВК, этот лайв, ВК Play залупается почему-то на некоторые слова.
Поэтому не удивляйся, если он тебе там звездочки ставит. Да это что такое? Что-то я как-то в пространстве опять блуждаю. Где этот аэродром-то? Сейчас останется 1700 килограмм. Ну вот поэтому мы его и не видим ни хрена. Он у нас в городе сливается с домами, блин. Хорошо, когда возле воды был. Проще было как-то. Миссию я готов поиграть буду. Мне иногда интересно, когда делаю. Но только не жестокие миссии, а то я знаю, как они могут сделаться. Я думаю, ты продуманно их делаешь. Вот, вижу я аэродром. Блять, он маленький такой, пипец. Так. Ну что, мы готовы? Мы готовы нырять в степь носом. Работайте с посадкой. А как я не умею? Подскажите, меня в самолет посадили. Меня в воздухе посадили, и я не знаю, как делать это. Ой. Что, блядь, с тобой? А, закрылки, все понял. Не те закрылки. Не, это те закрылки, но рано я их запустил. 1-0-0. Мальчик. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли 1-8-0. Скорость 4 метра в секунду. Посадочная 2-4. Полоса маленькая, блин. Вот руку бы третью для кнопки с парашюта. Чтобы у меня нету третьей руки. Может, ногой нажать на клавиатуру? Это пипец. Все, парашюты. Не хватает третьей руки иногда. Вот прикинь, здесь управление какое. Парашют тут, чтобы выпустить при посадке, не хватает третьей руки. Потому что у меня одна рука занята рулением и торможением. Это на одной только клавиатуре. А другая рука держит равновесие самолета. Вот как парашюты выпускать?
Вот если были бы педали, допустим, да, с педалями у меня бы были руление бы я бы ногами осуществлял, да, штурвалом бы я держал самолет, а левая рука у меня была бы свободная, я бы мог бы, допустим, чайку бы выпить, да, шучу, ну, я бы смог это, парашюты бы выпустить. Что там горит? Кто-то, короче, талантливый приземлиться не смог. Либо я ему помешал, как всегда. Но, видать, кто-то хотел вперед меня сесть, а потом увидел меня на полосе. И все, и передумал. Но уже было поздно. Так, что у меня, сколько горючки? Нормально еще. Я сейчас еще... Блин, ладно, давай дождемся его. Он на посадку. Нет, это Су-25 разбился, получается. Сейчас 27-ка садится. Интересно, они как-то садятся, шасси выпускают и начинают маневрировать. В чем прикол вот этого? Давай уже садись, я жду тебя. Блин. Задолбал, а? Вроде самолет у него легкий. Осадит его как этот Ил-76. Что хочешь сказать, он тяжелее Су-25Т? Тяжелее, да? Фига себе. Я почему-то думал, что штурмовик тяжелее. Ну, по размерам-то он больше, конечно, МиГ-20, 27, точно. Он подлиннее даже будет. Красавчик. Благодаря тебе задание выполнили. Молодец. Прикрыл нас.
Блин, слушай. Может медальку получить, а? Как думаешь? Просто если я сейчас вылечу, я могу провалить миссию, я медальку не получу. Что, пойдем медальку получим? Да я хотел просто взлететь, опять посадить. Ладно. А то у меня одни крушения последнее время, оно же в статистику тоже идет. Кстати, сейчас надо посмотреть, как там статистика. Там в самом профиле можно ставить, если одна жизнь, то он у тебя погибает. Можно одну жизнь поставить и все, неважно, где ты будешь летать. Даже в редакторе, если ты погибнешь, у тебя пилот погибнет. Вот и все. Вся суть. Тут тоже хрень туда. Проще остановиться, допустим. Тягу дать, отпустить тормоз, когда он обороты наберет. Чем пытаться эту тягу теребенькать, когда он уже остановился. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай сюда встанем. Что-то не срабатывают условия выполнения задания-то, а? Скорость равна нулю, нет? Почему-то... Подожди. Я, допустим, его заглушу. По идее, задание должно было завершиться. Значит, условие некорректное какое-то у нас. Ладно, все, тогда пошел я обедать. Не знаю я, почему не завершилось, потом будем разбираться. Да, такой вот у нас сегодня стрим получился. Где-то победа в миссии, вот, кстати, которую я тут хотел пройти, все-таки ее пока не прошли, потому что там надо как-то думать, как со стингерами драться. Мгм. Почему не сработало?
Джимон съехал так. Ну вот парковка. Смотрим условия. Задача выполнена. Если, допустим, объект жив, это я. А группа разбитая, вражеская. И объект в зоне парковки. Ну, я же был в зоне. Ох. Ну и чё? Объект в зоне, дальше что? Текст всем. 10 секунд, а здесь... По идее, миссия должна была завершиться. Так, сейчас я посмотрю. Вот я игрок. Восход игрок, восход 1. Восход игрок, ну. Вражеская группа. Граунд 3-2. Граунд 3. Еще раз. Задача выполняется. То есть восход игрок. Группа разбита. Граунд 3. Все верно. И объект я. Нахожусь в зоне парковки. Ну и почему миссия не завершилась? Вообще ничего не понял. Что-то какая-то хрень. Где-то накосячил. Ладно. Все тогда. Ну, миссия выполнена. Все, этот стрим я завершаю. Нормально полетал. Так, 5 часов, офигеть. Пошел отдыхать. Все, увидимся в следующих стримах. Не знаю, посмотрим. Может, полет еще запустим позже. Попробую все-таки миссию выполнить. Загорелся миссия, надо выполнить ее. Увидимся в Дискорде. Ну, хорошо, но после обеда только. Правда, у меня уже ужин скоро. Ладно, все, до встречи. Иркут, спасибо за информацию. Давай, увидимся. Все, всем пока. До новых встреч. Хорошего дня, еще у кого-то день. Пока-пока.